Айдар, очень рад, что вы у нас в гостях. А это наше выступление? Здравствуйте. Это не обязательно. У нас все очень просто. Спасибо большое. Спасибо за приглашение и за организацию мероприятия в связи с тем, что в режиме больше 20 не собираться. Все знают, что ситуация какая, да? Спасибо владельцам этого помещения, что позволили нам выполнить свои задачи. В силу того, что мероприятие было запланировано 1,5 недели назад. У нас сегодня рабочая встреча. Рабочая встреча — это означает, что мы поработаем чуть-чуть. То есть, если вы с нами вообще не знакомы, то у нас такой формат. То есть мы выходим и делаем некую такую виртуальную экскурсию по компании. То есть по тому бизнесу, которым мы занимаемся, в разрезе фактов. То есть все, что мы рассказываем на языке событий, фактов. И, соответственно, поскольку это рабочая встреча, предполагается, что будет дискуссия. То есть те люди, которые сейчас находятся здесь, если у вас есть какие-то вопросы от просмотра нашего видео, либо от рассказа тех людей, которым вам рассказали о нас, то у нас будет микрофон и возможность в диалоговой форме прояснить любые абсолютно вопросы. Моя задача на сегодняшний день сделать так, чтобы команда, чтобы присутствующие в зале ответили на все вопросы, абсолютно. То есть самый глупый вопрос — это незаданный вопрос, моя любимая поговорка. Поэтому нет глупых вопросов. Если есть даже сомнения по поводу вашей адекватности с помощью вопроса, не стесняйтесь, задавайте. Вторая просьба: если вдруг слышите ваш вопрос и на него ответ, вы его не повторяете. Ну, то есть мы максимально в сжатой форме хотим 2–2,5 часа уложиться и поговорить. О чем мы будем разговаривать? Первое. Я представлю, да, как я это понимаю, на что похожа наша компания. Расскажу о текущих продуктах, о том, над чем сейчас работаем, о некой нашей мотивации, как мы работаем, почему мы именно этим занимаемся и именно в этой форме. Далее выступят члены команды. Это учредители компании, равной степени такие же учредители, как и я, которые отвечают каждый за свой блок. Вот. Чем мне нравится наша компания? Тем, что мы делаем все по фану, то есть таким неким удовольствием от того, что мы делаем. И каждый делает именно свой участок удовольствия, и об этом будет рассказывать. После меня выступит человек, который отвечает за генерацию прибыли в компании, то есть каким образом деньги зарабатываются. А это главный вопрос, который задается к нашей компании. И вот здесь вот вообще не стесняйтесь, выходите с микрофона, уточняйте, добейтесь собственного понимания, как это происходит. И далее выступит еще один учредитель компании, который расскажет о карте кэшбэк-сервис, которую мы презентовали аж в январе, наверное, и запускаем в конце марта, для того, чтобы показать, как это работает. И для тех людей, которые нашу компанию используют как собственный бизнес, которые хотят заработать с помощью нашей компании, вы сможете послушать так называемую бизнес-часть, маркетинг-план после того, как мы все расскажем. Постараемся ложиться в 2–2,5 часа. Наша задача — максимально ответить на вопросы. Итак, проект, компания, бизнес, группа людей, вообще некое пространство, в котором мы сейчас находимся, называется thefinica.com. Бренд Финика. Да, сейчас уберу. Короче, это я неправильно начал писать. У нас через C или через K? Загнался. Через K? Да. thefinica.com. Если вы зайдете на эту платформу, то у вас будет центральная фраза — это система автоматической генерации прибыли. То есть мы задумались в свое время над вопросом, как делать деньги. Вообще ключевой вопрос, тот слайд, который вы видели, который нас беспокоит — это деньги. Даже если он тебя не беспокоит, на самом деле он тебя беспокоит, потому что так или иначе ты каждый день покупаешь еду, ты каждый день докуда-то едешь, каждый день оплачиваешь пространство, где ты живешь, то есть это любые платежи. Далее у нас есть дети, это вообще затратная статья, это дорогое удовольствие, да, то есть это курсы, это одежда, это их развлечения, это их видение мира и что-то хотят купить. То есть хочешь, не хочешь, деньги — это эквивалент. То есть я сейчас не пытаюсь банальностями, забрасывать вас, я просто хочу некоторые вещи актуализировать, то есть почему мы этим занимаемся.
И в какой-то момент, задав себе вопрос, каким образом делают деньги в прошлых годах, да, и как вообще, куда двигаются рынки, и вообще куда двигаются деньги, куда-то они деваются, то есть что-то происходит. Потому что 100% в вашем окружении есть люди, которые говорят, наш рынок схлопнулся, торговля не идет, все плохо. Есть люди, которые говорят, у нас все зашибись, у нас, несмотря на кризис, там что-то растет, что-то прирастает. Третий говорит, слушай, я криптой занялся, это вообще тема, огонь, не знаю, что такое, да, не знаю, деньги есть. То есть так или иначе всегда есть какие-то истории, где денег нет, где деньги есть. Вот нас интересует история, где деньги есть. Это моя личная история, то, что сейчас я рассказываю в свое время, когда те, кто меня давно знает, знают, что я зарабатываю на разных рынках. И был какой-то момент, когда я понимал, что мне хочется другого масштаба и хочется вырасти. Да? И когда я задал себе вопрос, то есть куда сейчас вкладываться, чем заниматься, куда тратить бешеную энергию, которая там есть в тебе, становится непонятно. У меня очень большая мотивация, у меня 2 сына, да? То есть у меня очень большая мотивация оставить им что-то очень ценное. Вопрос, а что оставить детям на сегодняшний день? Если лет 20-30 назад это было более-менее понятно, да, то есть купи землю, лучше побольше, построй квартиру, 2-ю, 3-ю, и твои дети будут обеспечены. Но на сегодняшний день ответа на вопрос явного нет. Потому что представьте себе, что уже сейчас идут разработки с аэротакси, например. Да? Что такое аэротакси? Это такие дроны большие, которые тебя перевозят в другое место. Если это вводится повсеместно, это означает, что на большие расстояния могут люди переселяться без потери времени. Да? То есть это означает, что земля, например, в пригороде может стать гораздо дешевле. Пусть это будет не через 10 лет, пусть будет через 20. Ошибся я, допустим, на 30 даже лет, но это же наступит. Так или иначе, прогресс, он неумолим. Да? Прогрессу вообще плевать на наше мнение о нем. Он просто есть, он идет и развивается. И когда я это понимаю, что я, по сути, не знаю, чего знать, да, и куда вкладываться, и начинаю опять перебирать технологические новинки, которые меняют наш уклад. Кто приехал на такси? Все есть? Приехали? Мы приехали на такси. Вызвали это через Яндекс.Такси, и на сегодняшний день, или там Uber, или еще какие-то сервисы, которые местные, бывают региональные, сильные. Сейчас мы не задумываемся о том, как машины вызвать, да? Ровно 10 лет назад это была проблема иногда, машин не хватало, не туда приезжали, еще что-то. Так или иначе, прогресс идет настолько, что мы не замечаем, как он меняет наш уклад. Вообще не замечаем. И, честно, для меня вопрос, что оставить ребенку, там, 2-му сыну, может быть, еще кто-то появится у меня, да, и какое наследие я могу оставить, и что это будет ценным. На этот вопрос я не получил ответа. И когда я искренне это захотел, это желание, вы знаете, когда вот соединяешься со своим желанием истинным, тебя начинает лихорадить. То есть такое ощущение, а кто-нибудь может сказать, во что вкладываться? Никто не знает. И как только я это понял, проанализировав все рынки, большинство, я понял, что гарантии нет. Если гарантии нет, то чем тогда заниматься? То есть как вообще так устроено, что гарантии-то нет на самом деле? Мозг-то хочет, да? То есть чем бы мы ни занимались, нам кажется, что вот что-то надо такое делать, что гарантированно получилось. А по факту, вот так посмотреть, рынки, как они перетекают, гарантий нет. По-честному, если посмотреть на ситуацию. Если гарантии нет, можно ли из этого извлечь пользу? Мы же к этой фразе можем отнестись по-разному. Фу, гарантий нет, значит, это не мое, да? Или наоборот, гарантий нет, а что? Может быть, есть какие-то возможности? Но мы для себя вывели это как правило. Если гарантий нет, то надо смотреть на мир немножко по-другому. Неопределенность. То есть, что будет дальше, непонятно. И неопределенность – это набор возможностей. Неопределенность – это норма. Если есть набор возможностей, что нужно делать? Держать нос по ветру, да? То есть смотреть за этими возможностями и извлекать из себя прибыль в моменте. То есть не искать раз и навсегда отличный вариант, который 100% сработает и всегда будет так. Это бесполезно. Вспомните, как популярны были у нас фотосалоны, где печатались фотографии. Очереди выстраивались с пленкой на проявку, на печать и так далее. Где они сейчас? Нигде. Наверняка владелец этого фотосалона в какой-то момент жировал. Да? Считал, что он поймал золотую жилу и супер обеспечил себя и
свою семью. Но ровно через 5-7 лет они стали все банкротами, и это оборудование никому не нужно. Соответственно, если нет гарантий и неопределенность — это норма, правило, по которому мы сейчас живем, и которому мы реально рекомендуем любому партнеру, который работает с нашей компанией, относиться к жизни немножко по-другому, так как этого требует время, прогресс. То есть та скорость изменений, с которой сейчас это происходит, это неуправляемый процесс. Этому прогрессу плевать на то, что ты думаешь про это. Ему плевать на то, что твои рынки схлопнулись, открылись новые рынки. Жизнь продолжает развиваться. И если ты, как человек, не способен за этими изменениями идти, ты должен принимать, соответственно, то, что остается, это объедки от бывших рынков, пока эти рынки полностью не схлопнутся. И в какой-то момент я понял, что я сам стал антиподом этого. Да? Я научился зарабатывать деньги определенным образом. Я в разные бизнесы вкладываюсь, но хотел всегда большего. И каждый раз, когда хочешь чего-то большего, твой мозг подсовывает. Надо больше в бизнес в своем вкалывать, надо еще больше офисов сделать, еще чего-то. Пока я не понял, что на самом деле стал заложником собственной модели заработка. Мы все являемся заложниками своих каких-то прошлых опытов, успешных. В основном, я считаю, да, то есть если деньги есть, это некий успешный опыт. И мы привыкаем к определенному объему, мы привыкаем к определенным нагрузкам, и нам кажется, что заработать больше, значит, надо делать то же самое, но больше. Бесполезняк. Надо смотреть, куда уходят деньги, в какие рынки. Если ты реально хочешь роста, денежного роста, да, удовольствия своего, надо смотреть, где деньги концентрируются сейчас. А если ты говоришь, что это зло, это там, не знаю, карма, это не так срабатывает, а рынок схлопывается, да, но невозможно сейчас на строительном рынке бешеные рывки делать. А многие до сих пор вкладываются в недвижку, многие злятся на то, что недвижимость падает, еще что-то. По крайней мере, я сейчас могу разговаривать про свои регионы, да, и про те регионы, которые я знаю ближайшие. И я в какой-то момент понял, что я совершенно пропустил рынок. Для меня это пустой становится звук был. Рынок биткоина. Он 4 года существовал до того, как я на него обратил внимание. Я и до сих пор не очень понимаю, что это такое. Блокчейн, распределенная система хранения данных, еще что-то. Я не понимаю, что это такое. Но я понимаю, что единица измерения какой-то электронной херни стоит денег. Есть большое количество людей в мире, которые за это готовы платить. Если я не понимаю, для меня это какая-то черная коробочка, которая стоит денег, то и там деньги есть, я вижу, есть интерес, я это не понимаю. Это вопрос. Если я хочу денег и это отрицаю, кто я в этот момент? Дурачок, да? То есть я понимаю, что денег можно зарабатывать, но просто ленюсь. Почему? Потому что ищу гарантии в собственном прошлом, в том, что я и так делаю. Как только я понял, что я стал с тем самым престарелым чувачком, который сидит на скамейке и все отрицает, это не то, не знаю, во что превратилась сейчас молодежь, еще что-то, чем только не занимается. Вот раньше, да, была лопата, свечи, можно было жить отлично. И мне стало прям страшно. И я реально открыл для себя, вот я сейчас открыл белый лист, вот я таким же, мозг выстроил как белый лист, на котором начал заново рисовать новые реальности. Новая реальность такова, что есть рынки, где существуют деньги. Если я хочу зарабатывать те деньги, которые я хочу, не надо на это обратить внимание и учиться заново. Что мы научились делать? Этот биткоин мы покупали оптом, в розницу продавали, как огурцы. Мой любимый пример, я до сих пор не очень разобрался, для меня это огурцы. То есть есть люди, которые любят огурцы, да? Есть же такие, особенно. Вот они и готовы оптом покупать и в розницу продавать. Любая тетка на рынке, которая занимается этим, является, по сути, трейдером, который зарабатывает на очень интересном активе огурцы. Она входит в точку покупки, выходит в точку продажи, и с рентабельностью 20-30% в день, кстати, делает неплохие деньги, правильно? Только это вместо огурцов, так, не надо складов, не надо ничего, то есть люди зарабатывают на биткоине. Меня познакомил с этим Марат, он приоткрыл мне этот мир, сказав одну фразу. Я в день могу зарабатывать от 5 до 20% в день. Для меня, когда я слышу 5% в день, первая реакция какая? Лохотрон и все синонимы, да? Пирамида, что еще? Ну вот и я также примерно воспринимал, что это биткоин как пирамида.
Потом я понял, что он делает. Опять, не залезая внутрь, да, оптом просто покупает, это дешевле и в рознице раскидывает. На этой базе мы сделали определенную даже школу базового трейдинга, когда любой желающий, который владеет знаками, я не знаю, плюс и минус, может заниматься тем самым, чтобы зарабатывать 5% в день. Когда я увидел цифру 20% в день, я понял, что я вообще мимо всего этого ходил, мне казалось, что это нереально. И заметьте, мы очень часто иногда, знаете, как говорим, нам что-то объясняют, мы слушаем, не понимаем и считаем это что? Херней. Или там, ты какой-то дурачок, чем-то занялся непонятным. Не я дурачок, да, не хочу разобраться, а ты дурачок. И вот я был тем самым, который считал всех остальных дурачками, а потому что себя невозможно. Это очень сложная личностная работа считать себя дурачком, да, который готов заново учиться. И вот здесь я посчитал, что все, нашел таки. И когда уже рынок упал в 2018 году, вот здесь мне больше всего было странно, что даже несмотря на то, что рынок упал, Марат и его товарищи могли зарабатывать от 5 до 20% в день. Им плевать было на курс. Что мне больше всего понравилось? Я завишу не от какого-то среднего рынка, я работаю от того, что пришло, я управляю доходом. Вот здесь для меня это стало уже плюс, надо изучать. Представьте себе, мои $1000 как инструмент, да, вот это инструмент у меня был, появился инструмент зарабатывания. Моя условная $1000 работала и приносила мне там от 50 до $200 в день. Шикарно, да? Ну, то есть я такой, все, тема. А потом я вспомнил, законы математики-то они вечные. Если ты занимаешься чем-то одним, вероятность того, что это получится либо не получится, какая? 50 на 50. Ничего нового я вам не скажу и не изобрету. 50 на 50. А мне дико не нравятся вот эти вот 50. То есть мне очень нравится это 50, но не нравится вот это 50. И каким образом мне снизить риски не получилось. Поскольку я опять вспоминаю того самого друга, у которого был отличный фотосалон, который печатал фотографии, и через год этот рынок закрылся, потому что Инстаграм, потому что фотографии в телефоне, нет никакой необходимости хранить все сейчас в напечатанном виде. То я понимаю, что вот эти 50% могут быть, а могут и не быть, да? Как снизить эти риски? Я говорю, Марат, а есть у тебя еще кто-нибудь, да, если мы здесь начали зарабатывать на биткоине, есть у тебя еще кто-нибудь, кто может делать 5% на чем-то другом? Вот я тогда начал седлать эту идею. Он говорит, да, есть. И мы познакомились с еще одним товарищем. Он занимается на Форексе, может делать от 3 до 7% в день. То есть у меня появилось уже два инструмента. Каждый из них генерит, условно, $1000 я делю уже пополам по $500. Тут $500, тут $500. Каждый из них старается сделать 5% в день. Вероятность того, что накроется и этот, снижается. Примерно 70 на 30. Может быть, плюс-минус чуть меньше, чуть больше. Сам принцип главный, да? Здесь можно не вчитываться. И я понял, что я и эти 30% не очень люблю. Они меня прям тоже бесят. Ну это же опасно. Треть вероятность того, что все, что ты придумал, может накрыться медным тазом. Есть еще, говорю, кто-нибудь, кто может делать 3-5% в день. И тут я понимаю, что это огромный рынок, который проходил мимо меня, то есть поток информации. Он говорит, да, есть. Так мы знакомимся со следующим товарищем, он сегодня будет выступать. Он говорит, я на Чикаго делаю, от 7 до 10% могу, бывает 3%. И тут меня осенило, что если я возьму за правило свою $1000, да, поняли сам принцип? Итак, с каждым разом мы просто увеличивали количество инструментов, которые могли бы давать прибыль в 3-5% в день. Появилась стратегия увеличивать количество инструментов, чтобы снижать риски, и увеличивать количество процентов, которые могли бы дать каждый инструмент. На сегодняшний день в компании, после иркутской презентации, я понял, у нас уже не 20, а 21 инструмент. Условно $1000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Условно $1000, представьте себе, бьется на 21 часть.
То есть каждый $1000 делится на 21, и каждый получается меньше 50. Это сколько уже, если 1000 на 21? По 40? По 45? Ну, 45 примерно, да? 45-48 долларов, грубо говоря. Задача каждого инструмента дать доходность там 3%. Это план. Ну, понятно, 3%, 3. То есть задача каждого инструмента дать такую доходность. Представьте себе, бывают ли люди, которые всегда одинаково могут зарабатывать на рынке? Те, кто более-менее с инвестициями связаны, знают, что ни один трейдер одинаково всегда постоянно зарабатывать не может. Соответственно, в один торговый день у нас, допустим, получилось 2%, тут 4, тут 0, тут минус 1, тут минус 1,5, тут 3, тут 7 и так далее. Да? Даже если вдруг у меня выкашивается, по результатам торгового дня выкашивается до трети инструментов, что очень сложно, поскольку у нас есть 4 рынка, это Форекс, это Чикагская сырьевая биржа, это Мосбиржа, это BitMEX. Принципиально разные рынки, принципиально разный инструментарий. То есть и задача каждого трейдера зарабатывать в своем инструменте. Вот он концентрируется, задача сделать 3%. Даже если он видит возможность еще заработать, то обычно выполняется план и больше люди не двигаются. Задача дня выполнена. И даже если у меня проваливается половина инструментов, то в пересчете на весь депозит доходность компании может составлять от 3 до 5% в день. Ну, там, будем честными, это от 2 до 3-5%, в зависимости от рынка, в зависимости от дня. Получилось такой базис. Базис – это то, на чем стоит компания. Это наша собственная, не собственная разработка, да, это математика, на которой мы опираемся, в которой мы верим, в которой мы существуем, которая заключается в том, что условно 1000 всегда бьется, разрабатывается. Работаем мы с понедельника по пятницу, то есть каждый рабочий день, пока работают все биржи, кроме выходных, получается, кроме субботы, воскресенья и праздников. И стремимся к тому, чтобы каждый инструмент дал 3-5%. И это наш базис, на котором мы сейчас оперлись, и с которым мы двигаемся, и этот инструмент стал для нас основой. Что произошло дальше? Как только кто-то увидел то, как мы это выстроили, он все время говорит: а как вы зарабатываете? Рынки же падают и так далее. Об этом, кстати, будет сегодня много тоже комментариев по этому поводу. Рынки же падают, как вы зарабатываете? Невозможно так, чтобы все падало. Да? То есть где-то в любом случае есть возможность поднять деньги. Как это происходит? Как раз вот я вас попрошу внимательно послушать вторую часть выступления, где как раз будет рассказываться, как зарабатывать деньги, в том числе и на падающих рынках. И мы поняли, что, по сути, создали для себя точку уверенности и роста. Теперь, как капитализироваться? Капитализироваться очень просто. Нужно дать эту информацию людям, которым тоже интересно. Понимая, что, еще раз, гарантии нет, и неопределенность очень высокая, но зато появляется масса возможностей, есть возможности ухватить удачу за хвост. Да? Математически ее подстраховать. Опять же, это не гарантия, да? Но риски стремятся к нулю. То есть они не равны нулю. Вероятность того, что все накроется, она всегда есть, но это касается любого рынка, это уже не наши риски. Да? Но мы получили хорошую модель. Теперь эта модель получился базовый продукт, индекс CTI. Индекс CTI – это аббревиатура, которая объединяет в себе все эти инструменты. Все, что я рассказал, это и есть индекс, это же базовый инструмент. То есть это некое единство инструментов, автоматически генерирующих прибыль. Стоимость индекса на сегодняшний день составляет $1000. Любой желающий, попадая на сайт Finica.com, может приобрести этот индекс. Он будет работать ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Поскольку это разные биржи, в разных странах расположены, мы учитываем праздничные дни этих стран, то есть это Россия, либо США с Европой. И как он работает? Мы поторговали, закончился торговый день. Мы подсчитываем. 30% заработанных денег мы оставляем людям, которые владеют индексом. 30% уходят тому, кто эти деньги сделал, то есть трейдинговому отделу. И 30% тому, кто все это организовал в компании. Плюс у нас есть 10% так называемый резервный фонд, из которого формируются некие гарантированные вещи для подстраховки, так называемой. Да? Потому что мы же все прекрасно понимаем,
что если смотреть на этот бизнес с точки зрения инструмента, это да, 21 инструмент. Но если укрупниться, для нас это одна из вероятностей. Да? То есть на уровень выше выйти, для нас это возможность одна. Поэтому нам всегда нужно подстраховываться, как эту возможность всегда можно было бы финансово поддержать. Вот для этого есть специальные 10% резервного фонда. То есть мы на самом деле эти все поступки делаем, так называемый потоковый подход, мы транслируем во всех абсолютно наших действиях. Вот этот базовый индекс, он вот так работает, и в принципе все хорошо. До какого-то момента мы поняли, что если уж наш бизнес создан для того, чтобы развивать пространство, людей, партнеров, то вот как обычному человеку объяснить, что инвестиции – это хорошо? Все же знают, что на пассивный доход полезно жить. И вообще желательно, да, к моменту, когда у тебя не будет ни сил, ни возможности, ни времени заниматься, а захочешь там розы выращивать, либо, не знаю, огородом ковыряться, внуками заниматься, желательно, чтобы у тебя был пассивный доход. Многие там уповают на пенсию, мы на нее не уповаем. Вот как объяснить, что пассивный доход важен? Сложно. Вроде все понимают, да, но инвестициями заниматься – это рискованные вещи. Это прям рискованные вещи. Даже если ты сегодня прослушал какой-то супер тренинг по финансовой грамотности и понял, что с завтрашнего дня ты создаешь свой пассивный доход, ты втыкаешься в собственные привычки, потому что ты же не был инвестором до этого. От того, что ты принял решение стать инвестором, ну, это то же самое, что ты решил, что с понедельника худеешь. Да? Много нас похудело после понедельника? Фигня полная. Почему? Сложно это, реально. Ты свои привычки менять тяжело. Решил, что ты будешь бегать теперь по 10 километров, марафоны будешь бегать. Хрен. То есть сколько мы этих обещаний себе даем, не выполняем. Решил ты бросить курить. Так или иначе опять возвращаешься. То есть просто так поменять привычку – это сложно. Прекрасно это понимая, мы поняли, что надо не просто ввести понятие инвестиционный индекс, но надо ввести понятие «а зачем инвестиции?». И тогда мы создаем некую диалоговую форму, когда люди нас быстрее понимают. Например, когда я говорю, инвестиции – это возможность заработать, какие-то цифры рисуются. Да? Ну, цифры могут вдохновлять, могут не вдохновлять. Это уж твоя фантазия и способность преобразовать цифры в свою мечту. А когда я тебе говорю, а давай купим тебе машину за 35% от стоимости. Картинка совершенно другая, согласитесь. То есть это те же яйца, вид сбоку, но базирующись на этом инструменте, но на понятном для обычного человека языке. С этой помощью мы можем что сделать? Во-первых, человеку, получив этот продукт, он начинает интересоваться чем? Инвестициями. По-другому. Он на это начинает смотреть не как «не мой мир», как в свое время я не смотрел, что биткоин – это вообще не про меня. Он говорит, блин, я же с помощью этого инструмента получил то, что я хотел. Да? А квартира за 35% от стоимости – тоже понятная картинка. Кто-то у нас в кредитах навпирался, да? Кредит закрыт за 35% от остатка. Это конкретное потребительское решение, которое мы начали внедрять для увеличения популярности этого продукта. Так и получилось. Мы ввели продукт ЗФЗ, закрой финансовую задачу, потому что все это финансовые задачи для обычного человека. У них их полно. У каждого человека есть задача квартиру 100%, да? С машиной сейчас уже об этом практически нет разговоров, да? Расстояния большие, на машине комфорт неудобно. А желательно хорошую машину, чтобы за ней меньше следить, чтобы она меньше времени и энергии отбирала. Кредиты закрыть. Проблема? Проблема. Соответственно, так и появились эти линейка продуктов. Первый – это закрой кредит, естественно. Я в этом продукте очень давно, до сих пор, за 35% от стоимости кредита. В чем суть продукта? Представим себе, что ты условно должен там, 1 000 000 для простоты расчетов. Если вы знаете какие-то другие суммы, просто сопоставьте эти цифры. То есть если вдруг твой долг составляет 1 000 000 рублей, остаток долга, то предложение от компании звучит следующим образом. Ну, допустим, кейс неполный, там, 1 000 000 рублей ты должен. Условно говоря, ты платишь его какое-то там, не знаю, 17 число. Каждое 17 число, небольшая трагедия в твоей семье, ты платишь там суммы погашения этого 1 000 000. Условно там осталось тебе платить 3 года. Цифра опять условная, то есть чтобы сам принцип поняли. Платишь ты по 35 000 рублей. Теперь предложение от компании заключается в следующем. 350 000 – это сумма твоего взноса в решение вопроса. Как компания говорит, как сервис говорит?
вносишь 350 тысяч на счет своего аккаунта, и каждое, получается, 17, каждое 15-16 число у тебя на счету 105 тысяч. Эти деньги идут в погашение твоего текущего платежа, то есть 35 тысяч – это твой текущий платеж, который ты должен обязательно осуществить, а оставшаяся сумма, то есть 70 тысяч рублей, идет в погашение, досрочное погашение этой суммы. Получается, что у нас основное предложение, этот слайд у нас, наверное, есть, слышали, видели, можно его, да, закрой кредит. То есть закрыть кредит за 35% за 9-10 месяцев. У нас это не просто голословное утверждение, у нас этот продукт стартовал, если не ошибаюсь, в конце лета. Были первые клиенты. На сегодняшний день у нас этих клиентов более 1500, которые сейчас в процессе закрытия кредитов. И первые клиенты как раз у нас это ипотечники, это особая каста, которых можно фотографировать до обращения в компанию, после обращения в компанию. Уровень несчастности абсолютно пониженный, либо повышенный. И вот эти люди, которые сейчас у нас закрывают кредит, это первое. Все остальное в процессе, да? Потому что продукт работает с конца лета, то есть 8-9 месяцев это срок, ну, практически годовой. За это время мы уже набрали очень хорошую репутацию, очень хорошие кейсы. Ну, люди довольны, что называется. Погашение происходит за 9-10 месяцев. Вот так звучит продукт. Причем с помощью этого продукта можно закрывать не только кредиты, но и любые абсолютно задолженности, которые есть у тебя. Например, ты можешь долго игнорировать требования ЖКХ, например, да, так бывает в силу каких-то обстоятельств. Скопились у тебя долги, пожалуйста, сформировал платеж на погашение ЖКХ-шных долгов и закрыл их. Также можно погашать расписки. Ну, то есть, если ты должен частному лицу, если твой товарищ должен частному лицу, то с помощью этого продукта он может погасить долг даже частному лицу. Например, у тебя есть задолженность налоговая. Ты был индивидуальным предпринимателем, не пошло, не срослось, накопилось там 150 тысяч налогов, тебе и не закрыть ИП, и денег на покрытие налогов, и жалко, нет. Вот. Соответственно, с помощью этого продукта ты можешь, соответственно, закрыть свои налоговые платежи. То есть любой минусовой баланс ты можешь закрыть с помощью этого продукта. И наша фантазия пошла дальше. Мы начали перебирать области жизни, да, для которых инвестиции было бы круто использовать. Соответственно, следующий продукт у нас появился – это автомобиль и квартира за 35%. Это стало прям вот такой маленькой разрывной бомбочкой, потому что когда мы начинаем, знаете, у нас одна проблема в компании. То есть наши презентации длятся по минуте каждая, то есть каждый продукт это полминуты. Не надо же никому объяснять, что такое квартира. У каждого своя квартира, каждый знает, чего он хочет. Никому не надо объяснять, что такое машина. Все знают, что такое машина, и каждый хочет машину. Единственное, что надо объяснять, что мы настоящие, да, что это не разводняк и так далее. Поэтому очень простое предложение. Хочешь ты машину стоимостью 3 миллиона, или квартиру, или дом, да, или участок земли? Пожалуйста. От компании предложение следующее. 1 500 000 – это взнос. Но там есть еще сопровождение офисное, сумма несущественная, ключевая сумма 1 500 000 в решении вашего вопроса по автомобилю либо по квартире. И через 120 дней вы получаете либо квартиру, либо автомобиль. Не то, что вы получаете деньги на покупку квартиры либо автомобиля, который идет сразу вам в собственность, без обременений, без очередей. То есть все, то есть максимально честный разговор. То есть мы работаем с деньгами, вы работаете с собственным имуществом. Больше ничего не надо. 120 дней, то есть почти 4 месяца. Значит, через 4 месяца за 35% от стоимости того, чего вы бы хотели, не знаю, 3 миллиона, чего может стоить? Мерседес, купешка хорошая, симпатичная. Квартира для кого-то, да, кто-то там из общаги наконец-то переедет в однокомнатную, двухкомнатную квартиру. Кто-то, наоборот, хочет отселиться. То есть сейчас я хочу, чтобы в ваших головах появилась возможность помоделировать, а как бы я мог закрыть задачу, на которую я смотрел как вот на ту дальнюю, как-нибудь заработаю и что-нибудь когда-нибудь сделаю, да? Как еще непонятно.
Вот сейчас это возможность с помощью именно вот этого сервиса. Понятно, как работает продукт? Если у кого-то стоимость там 6 миллионов пропорционально, да, то есть 10 миллионов, 35% посчитали, это вот сумма вашего решения для того, чтобы через 120 дней заехать в квартиру мечты, либо пересесть на тачку мечты. Ну или полумечты, там полшага сделать, да, к следующей тачке. Чего дальше? На этом мы тоже не остановились. И подумали, что кроме квартиры и машины у разных людей есть разные потребности в разных возрастах, в разных городах. Например, говорит, я не хочу квартиру покупать, готовую или дом готовый, я хочу построить. Но денег у меня всего 1 миллион, а я хочу дом, я понимаю, что мне надо минимум 4 миллиона. И мы же понимаем, что эти 4 миллиона, допустим, на постройку дома могут понадобиться не в один момент, это такая дорожная карта. В этом месяце 150 тысяч, 200 тысяч в следующем, 100 в этом, третьем, еще чуть-чуть, еще. Дорожная карта. За год я построю дом. Фундамент, проектирование. Вот и получилось, у нас здесь появился продукт Finica Life. Life. Мы начали вводить английские слова, потому что на сегодняшний день в компании уже около 22 стран, если не ошибаюсь. На разных языках говорим, в основном сейчас на базовом английском, но уже требует китайский перевод, требует английский перевод. Ну, английский у нас есть, немецкие переводы. То есть присоединяются разные страны, потому что продукт построен на международном, что называется, товарообороте. Поэтому Finica Life, Finica жизнь. То есть финансирование твоей жизни. Тот же самый дом. Каким образом работает? Ты выбираешь сумму итоговую, либо выбираешь сумму базовую, с чего ты начинаешь. Периодичность выплат. Например, надо тебе раз в неделю на какие-то мелкие затраты, да, какой-то. Либо раз в полгода ты снимаешь деньги, либо ты раз в 3 месяца снимаешь деньги. То есть выбираешь периодичность выплат, период выплат и нажимаешь кнопку «Поехали», да? Или как там ее, как начать. После этого система начинает делать тебе некий график, в котором ты появляешь какой-то внутренний лицевой счет, пополняешь этот лицевой счет, и дальше тебе на лицевой счет начинает, согласно твоим же выбранным параметрам, финансирование. Если строишь дом, занес 1 миллион, условно говоря, 35% это значит 3,5 миллиона или там 3 миллиона ты получишь через год. И равными долями это 3 миллиона тебе будет выплачено. Понятно, да, раз в месяц. И ты понимаешь, что ты с помощью миллиона своего наличного сумел построить свой дом мечты, не купить готовый, да, именно то, что ты хотел. С постройкой дома понятно? Для чего еще этот продукт очень подходит? Например, в окружении каждого человека есть люди, которые там заболели, там, онкологические заболевания, когда нельзя медлить, нужно что-то с этим делать, а денег, как обычно, не хватает. И страховки часто отказывают, и медицинское обслуживание и сопровождение заболевших раком очень дорогая штука, да? И чтобы финансировать эти вещи, этот продукт лучше всего подойдет. Определили там 500 тысяч рублей как начало, понимая, что нужно где-то в среднем от 50 до 150 тысяч рублей в месяц для того, чтобы пролечивать этого больного, да? Финансировать его там, не знаю, от рентгенологического там, диагностики, заканчивая какими-то химиотерапевтическими операциями. То есть я взял самый сейчас тяжелый случай, да, для того, чтобы объяснить, что данный продукт работает в разных совершенно проявлениях. И 1 миллион, 50, 1,5 миллиона, условная цифра, да, в течение года этому человеку будет выплачено согласно дорожной карте, то есть, которую он наметил. Работать будет очень просто. Это будет похоже на некий инвестбокс. Инвестбокс, инвестиции, бокс, коробочка, да, то есть внутри сервиса будут такие коробочки, которые ты будешь сам называть. Например, на стройку, кнопочку нажал, это стройка дома, лечение бабушки, помощь соседу. То есть сам обозначаешь это название и с помощью финансирования по этой модели финансируешь свою потребность. В зависимости от того, что у тебя горит, да, где надо тушить. Что еще подходит для чего это? Например, ты можешь так сделать инвестиционную коробочку для погашения услуг по ЖКХ. Да? Но не хочешь ты платить из текущего дохода, хочешь только с пассивного дохода, чтобы оплачивалось. И по большому счету ты таких коробочек можешь открыть себе несколько в электронном кабинете. Самое главное, что это было зарегистрировано, регистрация бесплатная, чтобы ознакомиться с системой. И они будут финансировать все текущие твои процессные потребности, жизненные потребности. Ну и, наконец, следующий продукт, который мы
допилили с учетом потребностей. Самая моя любимая часть. Вот это очень хорошо подходит для тех, кто, например, хочет обучить своих детей там, где это очень дорого. Например, много людей хотят своих детей отправить в Европу, адово денег стоит. С помощью этого, раз, допустим, только периодичность выплат поставили раз в полгода, вы можете это спокойно себе позволить. Ну и, наконец, следующий продукт. Он так и называется, Finica Product. Это кнопка, которая позволяет тебе сделать следующее. Начался этот продукт очень просто. Я очень хорошо знаком с обществом глухонемых, то есть тех людей, которые плохо слышат. У них есть одна большая потребность – это купить слуховой аппарат. Хороший слуховой аппарат стоит от 100 тысяч рублей, от 150 на самом деле, прям хорошие, от 150 до 1,5 миллионов, чтобы вы понимали. И эти люди очень часто копят чуть ли не полжизни для того, чтобы хоть какой-то средний взвешенный себе аппарат купить. А у кого-то с возрастом, например, детки – это один разговор, у кого-то с возрастом слух падает. Для них это вообще становится неподъемной задачей позволить себе хороший слуховой аппарат для людей пенсионного возраста. Как будет работать система? Например, ты определяешь, то, что ты хочешь купить, стоит условно 100 тысяч рублей. Как у нас сейчас, допустим, в тестовом периоде, в ручном режиме, у нас сейчас есть 2 клиента на слуховые аппараты в Москве. Один из клиентов внес 30%, то есть 30 тысяч рублей, и он через 6 месяцев получит свои 100 тысяч рублей. То есть 100 тысяч рублей на покупку слухового аппарата. Он готов подождать 6 месяцев. Это гораздо меньше, чем полжизни, которую он был готов ждать, чтобы купить свой слуховой аппарат. И денег у него нет вообще. Следующее предложение – это 40%, то есть 40 тысяч вносишь, и свой слуховой аппарат ты получаешь через 4 месяца. То есть это продукт, это, грубо говоря, конечный продукт в конце. Да? И 50%. Второй клиент у нас на слуховые аппараты готов внести был 50%, то есть 50 тысяч рублей, для того, чтобы купить аппарат стоимостью 100 тысяч через 3 месяца. Как вы понимаете, Finica Product работает с любым абсолютным продуктом, который тебе сейчас по каким-то причинам недоступен. То есть я сразу представил себя в своей юности, когда я хотел очень накопить на ботинки свои, супермодные, которые прям вот, чтобы отвал башки, что называется. Ну, так я думал. И вот, чтобы вот их купить, я копил. И я точно знаю, что вот эти механизмы для очень большого числа людей сыграли бы очень хорошую службу. Купить что-то стоимостью 100 тысяч рублей, либо за 30%, либо за 40%, либо за 50%, ну и, соответственно, сокращая сроки прихода к этому товару. Вот так построена платформа, которая, по нашим предположениям, станет прорывным продуктом 2020-2021 года, используя наш базис. Напомню еще раз. Наш базис – умение опираться, не требовать гарантий от рынка и от мира, максимально включаться в любую неопределенность, которая есть, и держать нос по ветру, то есть зарабатывать на тех возможностях, которые создаются здесь и сейчас. Не пытаться их удержать, не пытаться жаловаться на то, что их нет, а использовать то, что есть. Если вдруг рынок один схлопнулся, значит, открылся какой-то другой. И об этом лучше всех сейчас, наверное, расскажет Эдвард, про то, он куда-то убежал. Спрятался? Ты будешь? Спрятался. Ага. Вот. На базе этого мы создали базовый продукт. Первый – это инвестиционный. Для тех людей, которые знают, что такое инвестиции, которые перепробовали много чего, в том числе потери, приобретения, да, и поняли, что то, что мы делаем, это круто. Больше всего мне нравится человек, один из Краснодара, который говорит, как только вы показали свои анализы, даже не стейтменты, не то, как вы зарабатываете, а то, как вы принимаете решения. Я говорю, он принес сразу 3 миллиона, говорит, все, я с вами. Потому что этот человек владел своей трейдинговой компанией, там больше 100 трейдеров у него было. Он прекрасно понимает, о чем мы ведем речь. Вот. И тот способ заработка, который мы ретранслируем, мы максимально сейчас в последнее время открываемся. Так вот, есть индекс, который работает на 21 новом инструменте. Этот индекс мы преобразовали, то есть те же инвестиции превратили в покупки обычных вещей, ради чего эти инвестиции нужны. Первый был – это продукт закрыть кредит, либо любую задолженность за 35%. Второй продукт – это покупка квартиры, либо машины за 35% от стоимости за 120 дней.
Это ключевое предложение, да? Еще 35%, 120 нет. Это ключевые цифры этого продукта. Следующий продукт – это создание Financial Life, финансирование текущих работ, неважно, это может быть лечение, это может быть строительство дома, это может быть оплата ваших текущих затрат, это может быть оплата, там, не знаю, кружков, курсов для ваших детей, да, то они же все время что-то хотят. Есть, вот по поводу ребенка сейчас задумайтесь. Ну, я задумался, допустим, у меня сын чего-то хочет, слава богу, у меня есть возможность оплатить ему курсы, да, а его друг, с которым он дружит, например, не может. И это уже такая история. Представьте, этот друг – это ваш сын, да, или дочь, которому что-то не может ходить туда же, куда ходят там все. Да, ты можешь ему сказать: чувак, ты вырастешь, это станет неважным, но в моменте он несчастлив. И для меня в какой-то момент стало именно важно, чтобы сын говорит: я хочу, пусть он походил неделю, и он реально попробовал это. То есть набирает разные компетенции, пусть даже чуть-чуть, но в обществе людей, которые его не отвергают, чтобы он привыкал жить на лидерских позициях. Вот для меня это было бы суперпродуктом в свое время. Ну и, наконец, Finica Product – это покупка чего-либо за неполную сумму в зависимости от срока. Да? То есть это базовые сервисы, которые мы сейчас разработали. Ну и, наконец, мы сделали, на наш взгляд, разрывной вообще продукт топовый – это кэшбэк-карта. О ней мы расскажем чуть позже. Это карта, которая позволяет все эти вещи еще и добавить вам возврат кэшбэка. То есть вы купили что-то, еще и 25% с этого заработали и вернули. Звучит невероятно, но мы посчитали все правильно пока. Вот. А как это, ну, так или это не так, судить вам. И сейчас я хочу передать слово Эдварду Сабирову, учредитель компании. В его ведении полностью генерация прибыли. То есть моя задача хоть как-то вас развлечь, да, с помощью того, что я рассказал. Его задача как раз самая жесткая. Это цифры, это доказательные. Но для меня, как для предпринимателя, я вообще не понимаю, чем он занимается внутри. Слова я могу его пересказывать, иногда даже использую это, как называется, псевдокомпетентность создаю. Но я с ним разговариваю на языке цифр. Депозит до, депозит после. Меня это более чем устраивает. Это как тот самый биткоин, который внутри непонятно как работает, но он пользуется спросом. В нашей компании пользуется спросом Эдвард. Всем здравствуйте, меня зовут Эдвард. Я в трейдинге 11 лет, и, в принципе, для себя я понял лет 5 назад, что это реально бизнес. Бизнес, который будет жить всегда. Не суть важно, рынок падающий, растущий, всегда там есть заработок. Сейчас для начала я вам расскажу немножко правила компании и повторюсь, наверное, и что для компании и для каждого трейдера является правилом. Да. Как Кирилл уже говорил, все денежные средства, которые заходят в компанию, распределяются на 4 разных биржах на 21 инструмент. И у каждой биржи есть свои брокеры. То есть для Чикагской биржи у нас используются брокеры AMP Global Clearing, Interactive Brokers и Ninja Trader. Что касается московской биржи MOEX, это открытие брокер, далее BitMEX. И для Форекса у нас используется австралийский брокер IC Markets. Почему используются только эти брокеры? Потому что они проверенные все годами. То есть каждый трейдер, который там начинал вместе с нами, он приходил и говорил: вот этот брокер, он платит. Мы это проверяли, и только после этого как бы начинали работать с этими брокерами. Распределение на 21 инструмент, на следующей неделе будет 22. Вот. Это делается для того, чтобы минимизировать риски. Чем больше инструментов, чем больше трейдеров, тем меньше рисков для того, чтобы профукать депозит. Далее. Как еще можно подстраховаться, помимо того, что увеличивать количество инструментов и количество трейдеров? Привнести в компанию правила. Эти правила привнес я, потому что я проверил когда только начинал свою карьеру трейдера, я проверил на нескольких депозитах своих слитых эти правила. Я их испытал, начал дальше выстраивать торговлю таким образом, чтобы риски были вообще минимальные. Поэтому здесь идут несколько правил. Первое – это распределение депозита на 3 части.
Первая часть депозита уходит на интрадей торговлю, торговлю внутри дня, короткие сделки, то есть зашел в сделку и там через час, через два максимум в конце, перед клирингом закрыл сделку. Дальше позиционная торговля. Позиционная торговля тоже уходит туда 30% от депозита. В каких случаях трейдеры начинают заходить в позиционную торговлю? Когда они видят то, что сейчас начнется разворот какой-то цены. То есть и тогда они принимают решение заходить в позиционную сделку и держат ее определенное количество времени, пока не дойдет до того уровня, который они определили. Чаще всего для этого используются недельные таймфреймы и дневные. Следующее правило – 2 стопа. 2 стопа в день. Почему это правило было привнесено и почему именно 2 стопа только? Это легко объяснить. Когда трейдер получает первый стоп, он идет проветриться, подумать, где он ошибся, почему был неправ. Дальше приходит, садится, анализирует еще раз, принимает решение еще зайти в одну сделку. Если здесь он опять ловит стоп, то он идет домой. Потому что если он начинает больше получать и больше сделок заходить, и больше стопов ловить, он входит в азарт, и это слив. Но мы стали более гибкими для некоторых трейдеров за счет того, что кто-то занимается скальпингом, а это очень короткие сделки, и как бы там и стопы короткие. Поэтому мы внесли правило 1,5%. То есть на один инструмент максимальный процент стопа за день – это 1,5%. И дальше. Каким образом еще минимизировали риски? Введение новых инструментов, но я это уже говорил. И мы подумали, как еще можно обезопасить себя и компанию, и инвесторов для того, чтобы не потеряли деньги. Ни компания, ни вы. И мы приняли решение, то, что трейдер будет оставлять часть своего заработка на депозите, которым управляет. И если он отходит от правила 2 стопов в день, дальше вступает уже третье правило, то, что все риски он уже за свой счет ведет. То есть здесь уже не рискует ни компания, ни инвестор, а трейдер. Далее, 16 трейдеров принимают решения сами. На данный момент у нас идет расширение штата. У нас есть школа для трейдеров, но мы растим себе чисто коллег. На данный после месяца, наверное, да? Примерно так. Ну, месяца 2 у нас шло обучение. Пришло на обучение где-то 120 человек, наверное. Из этих 120 человек у нас в штат сейчас вступили только 4. А до того, как они 120 зашли на обучение, еще где-то до 700-800 человек просто Прособеседовались. Отсмотрелись, это, да. то есть прособеседовались. Это было очень жестко. Ну, мы назвали это мясорубка, вот, потому что условия жесткие в плане не все готовы рисковать деньгами. То есть те партнеры, которые есть, они работают от собственно, деньги — это самый короткий и самый честный разговор. И нельзя сказать, что я очень умею, но пока что-то не получилось. То есть фактически не получилось, это за их счет. Поэтому желающих много, потому что деньги манят. А психика, способность торговать и выдерживать стратегии — это все-таки какая-то узкая квалификация. Приходится выживать. Те, кто выжили, 4 человека. 16 трейдеров. То есть у нас нет такого, то, что типа вот он пришел, сел за компьютер и все, и начинает торговать. Да, у нас есть общее собрание, мы вместе собираемся в учебном классе, разбираем все инструменты, определяем там уровни. У нас дискуссии очень бурные, очень активные. Обычно это заканчивается тем, что Паша дебил. Вот. Но не потому, что сливает, а потому, что ерунду иногда говорит. Шутки плоские. Так, ну здесь я рассказал. Далее. Можно слайд? У нас очень часто просили то, что откройтесь еще больше. То есть покажите там свои счета, покажите, как вы выводите деньги с этих счетов. Покажите нам это прямо сейчас. Типа, а вдруг брокеры не платят? Откуда мы можем знать? И мы придумали несколько способов для того, чтобы вам доказать, как мы это делаем.
В ноябре мы открыли 2 счета. Один на Форекс-бирже брокер IC Markets, напомню. Другой чикагская биржа — это Interactive Brokers. Открыли 2 счета и закинули туда по 10 тысяч долларов. И он сейчас по сей день торгуется. Каждую неделю мы выставляем в соцсетях эти отчеты, 2 отчета во всех наших соцсетях, и показываем, как это все делается. Придумали потом, но этого было мало. Нам люди сказали, ну, типа, можно подделывать и так далее. Мы сказали, окей, пусть будет так. Вы можете открыть свой счет. На брокерах это Interactive Brokers, IC Markets и Открытие брокер. Дать нам ключи доступа на неделю. Наши трейдеры неделю поторгуют, и потом вы уже будете принимать решение, правильно мы торгуем, неправильно торгуем. Можете проанализировать все наши сделки, где мы выходим, где заходим. И третье правило — это прислать своего эксперта для общения с руководством. Здесь уже мы просто решили то, что есть люди, которым действительно интересно, торгуем мы или нет. И Кирилл в один момент просто сказал то, что, пожалуйста, если речь идет как бы там о 100 тысячах долларов и больше, вы можете приехать со своим экспертом в Казань, мы откроем вам все наши счета и покажем, как проходят торги. Как-то так. Ну, полемика про то, что как работает, это закончено. Теперь я покажу несколько скриншотов и несколько отчетов, которые специально были подготовлены для тех людей, которые нам говорили то, что ну типа это же нереально зарабатывать так. Нереально там за полчаса сделать 10%, нереально там за один день сделать, не знаю, 200%. Ну, вы же все думаете, наверное, то, что это нереально, да? То, что все это фигня. Но на самом деле это не фигня, это все возможно. Можно, пожалуйста, поставить скрин с Уфы? Мы с Кириллом приехали в Уфу, и мне пришло оповещение о том, что на Форекс-счет поступило 10 тысяч долларов. А на тот момент я реально сломался и не понимал, как вам рассказывать все. Что еще в презентациях говорить, если мы открылись и так уже по максимуму. Кирилл выступал, рассказывал. Чтобы вы понимали, просто динамика. Те, кто за нами следят где-то с мая хотя бы, они знают, что каждая презентация Эдварда, она чуть больше обнажает то, что они занимаются. Это на самом деле мои усилия, практически шантаж, не знаю, он боится боли. То есть всячески его стимулирую на то, чтобы чуть больше показать, чуть больше. Он, как истинный профессионал, не хочет это раскрывать в силу того, что это его фишки, которые его делают его, там, Эдвардом, да. И поэтому мы тут каждый раз эта борьба показать, не показать, выливается в некое большее, больше и больше. И получается так, что с увеличением количества людей, которые, вот есть люди, которые нас знают, они понимают, вот. А бизнес разросся настолько, что появились абсолютно новые люди, которым вообще не интересно ни доверие, ничего, они хотят больше. И вот мы выработали некую модель безопасную для себя, когда на не суперсложных стратегиях мы показываем, как это делать. И в Уфе я его достал окончательно. Я говорю, короче, я тебе сейчас ничего не говорю, что делать. Вот просто подумай, как бы ты выступил, если бы это вот от тебя зависело. Вот здесь и сейчас принять решение по жизни. И буквально пока я 40 минут выступал, этот также сейчас убежал куда-то, убирал какой-то слайд, выставил, и вот результат расскажешь, как это произошло? Ну вот, деньги поступили на счет, я это увидел, вспомнил слова Кирилла и подумал то, что а почему бы не показать, как это делается, да. Прям в моменте. Ну, то есть это не онлайн, конечно же, но на то время как бы мы подбили по времени как раз, когда Кирилл выступал, и в этот момент я как раз-таки зафиксировал свои сделки, зафиксировал прибыль. То есть, как я говорил, поступил туда 10 тысяч долларов, я зашел в ряд сделок, то есть здесь вот золото, фьючерс на золото, была продажа, выбил по безубытку, дальше купил, здесь зафиксировал прибыль 146 долларов, дальше безубыток. Что такое безубыток, сразу объясню. Это когда ты не получаешь ни стоп, ни прибыль, то есть ты вышел из сделки в ноль. И далее 2 сделки, которые были закрыты практически одновременно, потому что они открывались также одновременно практически. Зафиксировал 296 долларов и 776 долларов. Баланс был 10, депозит 10 тысяч долларов,
баланс составил на тот вечер $11 162. Ну, как вечер, То есть 40 минут. за 40 минут пока я я выступал. заработал Как 11% на депозит. Вот. Это цифра, которая меня всегда впечатляет, то, что это делает человек. Ну, людям всегда мало. Ну, Да, на самом деле, да, просто вышел человек. Ну, $10 000 — это не такая значимая сумма. Тут я вот так глубоко вздохнул. Что же для вас значимое тогда? И на следующее утро я не, принял мы за решение. каждую копейку бьемся, не знаю, для меня любая сумма значимая просто. Ну, на самом деле, да. Я когда такие фразы слышу, мне просто странно. Особенно для трейдера это прямо, знаешь, так серпом по одному месту, не очень приятному. Вот. А на следующий день, точнее, мы пока ехали по трассе, у меня была мысль, блин, но а что дальше-то показывать тогда, если и этого мало? Я принял решение, то, что я закину $20 000, отдам трейдеру, и пусть он сделает, что сможет за день. То есть у нас на следующий день было в Челнах наступление. И следующий слайд, пожалуйста. Ну, как мы видим, вот здесь депозит $20 000. Там наверху не видно просто, то, что он в сделке начал там заходить ночью. Работал весь день. Здесь у него небольшой стоп он поймал, там $66. Дальше практически без убыток $6. И дальше серия прибыльных сделок. Депозит был $20 000. Прибыль составила $2375. $315 комиссия. То есть чистый баланс у него был $22 000. То есть 10% за день. Еще один из трейдеров. На сумму в 2 раза больше, чем $10 000. Так, грубо говоря, по фактам, да, по цифрам. Смысл такой, что если вы сейчас с цифрами дружите, что такое 10% с 20 тысяч? Это означает, что 5% на 40. И, по сути, один план на 200 тысяч. То есть выполнение ежедневным планом. Здесь у нас появляется инструментарий управления цифрами с точки зрения выполнения минимального плана доходности, необходимого для выплат любых. Ну, в данном случае инвесторских, либо выплат по машинам, по квартирам, неважно. Это дополнительно получился такой вот хороший инструмент, иллюстрирующий, что не обязательно заходить на весь депозит, рисковать всей суммой для того, чтобы заработать плановую цифру. Потому что 5% может быть 15 минус 10, и может быть 5% с 0 плюс 5. Мы работаем и в эти, и в обе стороны. Да. Но и этого было мало. $20 000 тоже мало. Фигня какая. Следующий, пожалуйста. Здесь уже закинул $30 000. Начал торговать там с утра. И к вечеру я зафиксировал прибыль в размере $6 000 с $30 000. 20%. Это, между прочим, 2,5 миллиона. Ну да. Да, спасибо большое, называется. Этого тоже было мало. Куда же деваться? Типа, ну картинки, ну нарисовали, ну молодцы. Что дальше? Чем еще удивите? Да. Чем еще удивите? Я говорю, ну ладно, найдем чем удивить. Режим «Казанский цирк». Да. Можно чуть пониже, там, где будет выставление о пополнении счета наверх. Все, стоп, пожалуйста. Здесь я вам хотел продемонстрировать то, что с одним трейдером мы начали только с ним работать. Я ему говорю то, что нам очень нужно сделать кейс. Он говорит, окей, какой? Я говорю, ну, что сможешь за неделю? Он говорит, все, я тебя услышал. 23 февраля я пополнил счет на Форекс на $30 000. И 24 числа в час ночи трейдер начал торговать. Кейс — это некое оформленное смысловое, например, прям мы хотим превратиться в машину, например, или в квартиру. Это этот случай? Или... Дальше 4-дневная торговля. Здесь как шортовые позиции, так и лонговые. Подожди, остановись, пожалуйста, на секундочку. Остановись. Все, стой. Объясню, что такое шортовые позиции. Шортовые позиции — это когда трейдер видит, что рынок идет вниз, он принимает решение продать для того, чтобы откупиться чуть дешевле. Это я к тому, что многие сейчас спрашивают, а как вы на падающем рынке зарабатываете? Без разницы, на каком рынке зарабатывать. Падает он, растет он. Заходишь в различные сделки. В шорт зашел, в лонг зашел. Дешевле купил, дороже продал. Дороже продал, дешевле купил. Теперь дальше вниз, пожалуйста, как до самого огурцы. конца. Как огурцы. Ну, да, как огурцы. Твой любимый пример. В
Вспомним то, что депозит был 30 тысяч долларов. За 4 дня трейдер смог заработать 90 тысяч долларов. 300% за 4 дня. Покажи, пожалуйста, цифры. То есть вот, чистая прибыль составила 90 тысяч 601 доллар. Баланс составлял 120 тысяч долларов 601. На завершении кейса, грубо говоря. Это прям реально завершенный кейс получается у нас. То есть человек, допустим, захотел купить машину. Вносит 30 тысяч долларов. Крузак, 200-й крузак, новый 200-й крузак. Примерно Да. таких То есть, денег ну, стоит. мы его так и ассоциировали потом, Да, да. после того, как он все сделал. Человек захотел крузак, внес 30 тысяч долларов, и через 120 дней он получает 90 тысяч. 90 тысяч долларов, а 30 тысяч крузак. долларов, которые внес клиент, это остаются капитализацией компании. Которые работают уже на нас, на трейдера и на всех остальных. Вот, собственно говоря, мотивация. То есть, причем, знаете, за 4 дня мы отстрелялись от этого клиента, а дальше это работает уже на нас. Это да. Ну, как так. Еще раз вариант. Такая же ситуация, допустим, 120 тысяч долларов, это означает, что 10% на миллион, аж 12 вернее. А это означает, что там, на 2 миллиона это получается 6%. Да? То есть это возможность управлять опять доходностью партнеров с минимально гарантированными выплатами, которые мы сами себе как в качестве стандартов поставили, как это все работает. Следующий, пожалуйста, отчет. 8 марта, естественно, случился коллапс на всех рынках, и все начали кричать: а мы падаем, мы умираем, все роботы всевозможные у кого были посливались. роботы слившиеся? Кто знает этих людей, у кого роботы? 100% знаете, да? То есть торговые. Мы очень невнимательно нас слушали люди. У нас бывали ситуации, когда спрашивают: а давайте мы вам своих роботов притащим, и вы тоже будете торговать. Это Мы не всегда- один раз было. Мы- Я уже забыл, сколько людей предлагали нам это, и причем не один раз, и Я их всех с полным отправлял к нему, серьезом. да, то есть весь поток был через Эдварда, то есть самый главный ответ был, который никто не слышал, это робот не определит переворот рынка. То есть та скорость, с которой он в тренде работает, с То есть у утроенной него есть скоростью. определенный сигнал, то есть в него заложили алгоритм, то, что при высоких объемах, допустим, он должен покупать. И он вот до упомрачения будет покупать, пока не сольет весь депозит. Вот так это А при работает. этом рынок перевернулся. Да. После того, как я проснулся, увидел кучу сообщений о том, что мы валимся, рынок падает, и все, и крах, и Спасите, швах, и помогите. вах. Там, ну, действительно, у нас у всех, по-моему, разрывались телефоны в этот день. Я решил продемонстрировать, как хороший кейс, о том, что даже в такие времена трейдер, хороший трейдер, он может заработать, и заработать немало. 9 марта, да, по-моему? Да, это 9 марта. Вторник после Пополнение, это праздничного как раз дня. таки пополнение так на 30 тысяч долларов. Дальше заходил как в лонговые, так и в шортовые позиции, фиксировал прибыль. И давай, пускай вниз до конца. Ага. Помним, да? Депозит 30 тысяч долларов. Баланс на данный момент, тогда вечером, составлял 90 тысяч долларов. За один день с 30 тысяч долларов заработал чистыми 60 тысяч долларов. 200%. То есть, грубо говоря, С общим убытком в 3,5 доллара. то есть минусовые, да, сделки? Ну, минус, да. Прибыльные трейды 17, 100%. Самый большой прибыльный трейд 15 400. Это самая большая зафиксированная прибыль. То есть от изначального депозита это 50% за одну сделку. Ну, как-то так. Но нам сказали то, что типа, ну, вчера все могли заработать. У нас эта презентация была в Алма-Ате. Да. Посмотрели, у нас, как выяснилось, потом представители конкурирующей компании, которые там как раз в эти дни очень подлетели, там что-то на $1,5 миллиона долларов, и она пришла с личной болью, и вот на нас вылила ее, сказала, что вы хренью страдаете и просто обманываете. Что мы еще придумали, что мы еще показать? А я потом показывал, где текущий терминал. Текущий терминал, да, там был прибыль 40. Ну вот один из примеров, как раз сразу после кризиса, начавшегося на самых больших падениях,
мы заработали. Ну, на самом деле это плюс, но это тоже всем показалось мало, и типа попросили, а еще отчеты есть? Что вы только Форекс-то показываете? Открой, пожалуйста, открытие брокера. А, нет, это не то, да. У нас в команде работает женщина, и она работает на московской бирже с индексом РТС, нефть и Сишка. Ей было передано в управление 1 миллион, и с этого миллиона она чуть меньше, чем за месяц, заработала 2 миллиона чистыми. Баланс составил 3 миллиона. 250 тысяч, да. 200%. 200%? 200% за месяц. То есть это, опять же, еще один инструмент, еще один рынок, потому что мы уже не знаем, что еще показать, короче. Да. Ну, там тоже было то, что типа, ну это же было до падения, и следующее детальное. И вот неделя, когда падение, она там заработала 300 тысяч. Ну, 10%. Ну, 10% это на тот момент была незавершенная неделя. То есть 10, 11, 12, 13, там 16 число. Вот. У тебя еще есть что рассказать? На самом деле, да. Угу. После всех этих выступлений наших, нам действительно и после этого падения поступала куча сообщений, куча звонков о том, что невозможно заработать на падающем рынке, как вы зарабатываете, каких только отзывов там еще не понапридумывали дополнительных. Вот. И я хочу вам показать то, что на самом-то деле без разницы, рынок падает или растет. Открой, пожалуйста. Сожми график. Это месячный график нефти. То есть один этот бар – это 1 месяц. Почему-то таких криков не было, когда вот здесь мы падали, когда вот здесь мы падали, когда здесь падали. То есть все это время у нас, если мы посмотрим, нефть идет вниз. С 11-го, с какого? 12-го года, если не ошибаюсь. С 9-го даже. С 9-го. То есть нефть все время идет вниз, у нее тренд вниз, но при этом я на ней зарабатывал. И не один трейдер, наверное, зарабатывал. И кто-нибудь в вашем окружении есть те, кто зарабатывали. Хорошо, пример нефти отложим теперь в сторону. Евро-USD. Теперь тоже сожми график, пожалуйста. В 2003 году там начался рост у евро. Дальше пик – это 2008 год. Спасибо большое, что выключили меня. И дальше у нас идет тренд вниз. Но никто не возмущался в этот момент, то, что у нас все идет вниз. Как вы зарабатываете, как вы еще заработаете вообще? То есть вот, и все идет вниз. И все довольны, и все зарабатывали на этом. Рынок просто он какой-то в этот момент. Потому что в этом рынке можно что-то делать, в каком-то рынке. Вопрос в том, что зарабатывать не просто на растущих рынках, да, а на моментовых, что называется, ситуациях. Я так понял, может быть, неправильно. Ну, правильно. На самом деле рынок — это повторяющаяся система, потому что, допустим, на месячном графике может выглядеть так. Он может повторяться там на 4-часовом графике, но при этом мы же уже можем зарабатывать в этом 4-часовом графике, не ожидая месяц. Дальше уходишь в меньший таймфрейм, то же самое делаешь. Определяешь уровни, определяешь зоны и начинаешь торговать от минимума к максимуму. Ну, короче, кто-то И, наверное, самый любимый — это биткоин. Ну да. Это любимый инструмент всех. Марат мне, наверное, в этом поможет, да? То, что многие были трейдеры, когда он рос. Но, тем не менее, когда падал, тоже все зарабатывали. Опять-таки же, про тот пример, который приводил Кирилл по Local Bitcoin. Кто-нибудь здесь вот проходил школу Local Bitcoin? Нет? Ну, значит, Марат расскажет. То, что было много учеников, которые даже при падающем биткоине, они зарабатывали. И неплохо. Этот диалог состоялся сегодня, когда мы с Эдвардом начали разговаривать, что слишком много сейчас запросов на то, как вы сейчас на этом рынке вы умудряетесь заработать. Мы начали анализировать, как сказал Эд. В принципе, все рынки падают уже с 2008 года.
как вы могли наблюдать. То есть сама тенденция рынка идет вниз с 2008 года. Поэтому нам без разницы. То есть многие думают, что на рынках, на подобных рынках можно заработать только когда растет. Это не так. Можно неплохо заработать, когда рынок падает в целом. Даже в моменте, когда он падает, если мы в правильной позиции, если мы правильно проанализировали, мы даже заработаем больше. Потому что падаешь быстрее, чем растешь. Да. Потому что цена растет гораздо сложнее, чем падает. Ну, в принципе... Я перешел к вопросам. Что? У меня вопросы вообще пропали. Давайте поговорим про ваши вопросы. Вы можете вопрос задавать сейчас любому из нас. Да-да-да. Только единственное, что микрофон, пожалуйста. Это прям правило, потому что, во-первых, мы вас не услышим, во-вторых, трансляция нам важна, ваши вопросы помогают другим людям тоже разобраться. А вот был пример про 100 тысяч долларов. Там какие-то у вас особые условия обговариваются, когда нет, инвестиции большие? Нет, или нет, те же нет, самые? Это мой блок рассказа, который я проморгал, не включился вовремя. Смысл такой, что когда, есть такое понятие, как паритет интересов. То есть мы, как компания, имеем право работать по определенным правилам. И мы говорим, хочешь вложить 1000, вот у тебя вся доказательная база на 1000. Хочешь вложить до 100 тысяч, вот вся доказательная база. Ее более чем. Если ты такой какой-то серьезный и требуешь какого-то специального к себе отношения, ты на это имеешь право. Но и мы имеем право посмотреть вообще, диалог стоящий, у нас равноценный, от 100 тысяч хочу вложить. Я понимаю, что это определенная категория людей с определенной ментальностью, они не хотят сидеть в залах, у них уже очень много разного опыта инвестиционного. Я говорю, тогда приезжайте к нам, мы открываем вам терминалы, вы видите, что мы это делаем. Если вы приезжаете с экспертом, значит, этот эксперт задает наши вопросы, да, и так далее. Вот о чем речь была. Но трансляции через Skype, показ наших терминалов через Skype, либо в публичном пространстве, этого не будет. Нет, я имел в виду условия выплат вот этих. Нет, выплаты те же самые. То же самое. Все то же самое, да. Просто разговор идет с людьми, просто те люди, которые вкладывают от 100, даже скорее не от 100, а от 500 тысяч долларов, это люди, просто они требуют индивидуального подхода. Мы за ними не гоняемся. Мы говорим, у нас есть условия, для нас не приоритет чистые инвестиции, для нас приоритет продукты. И, пожалуйста, приезжайте в Казань, мы открыты, офис открыт. Посмотрите, познакомитесь. Спасибо. Вот об этом речь была. В основном это по-другому происходит. У нас обычно просто звонят, разговариваем, и дальше они уже даже не едут. Очень часто этот разговор заканчивается на уровне беседы его эксперта с нашим. Вот, потому что они на птичьем языке поговорили, там 2-3 точки входа обсудили и быстро все поняли. То есть до реального доказания еще опять никто не доехал. Это как, знаете, у нас есть программа «Проверь нас». У нас сколько уже партнеров? 1010, наверное, да, зарегистрированных? Больше? Я опаздываю все время с цифрами. 25 тысяч партнеров зарегистрированных. Из всего проверил из этих количества людей сколько? 13 раз? 14. У нас 14 было всего проверок. Парочку вы видео видели на этапе ожидания. То есть когда клиенты просто дают отзыв, как мы заработали 10% или 13% за неделю. Все, поэтому разговору достаточно по квалификации. Еще вопрос, скорее всего, возникнет то, что на длительный срок, как вы зарабатываете. И для этого как раз-таки я, как и говорил, было открыто 2 счета на Форексе и на Чикагской бирже. Это публичные отчеты, которые везде есть, и сейчас мы их вам продемонстрируем. Демонстрируем мы их сейчас. Здесь продемонстрирован IC Markets. Пополнение было на 10 тысяч долларов, как мы помним. И каждую неделю он прирастает, этот счет, примерно на 14-15% вниз. На данный момент баланс составляет 35 тысяч долларов. То есть с ноября месяца до сейчас на этом счету было заработано 25 тысяч долларов, что составляет 250%. Стабильно, каждый день по 3-5%, в неделю 15%, иногда хулиганит 20%. Получается, но в последнее время перестали хулиганить. Далее Чикагскую биржу, пожалуйста. Чикагская биржа. Также было пополнение на 10 тысяч долларов. Сейчас баланс там составляет 36 тысяч долларов. То есть здесь на 260% было заработано. Ровень 3-4% в день. Вот. Да, неограниченно. Безлимитные. Меня интересует, а почему вы все делаете через биткоин? Почему нельзя прямо долларами вас пополнять? Кто сказал? Мы же работаем в юрисдикциях определенных.
Российской, международной. Вот. И нам, во-первых, для защиты вашего капитала удобнее делать так, чтобы… Я понял теперь. Просто предварительная блокировка счетов в России такая практика, которая может нас застопорить на 3-4 месяца. И когда они скажут, извините, у вас все нормально, на 3 месяца я никого не соберу здесь. Поэтому мне проще выстроить отношения и правила работы такие, чтобы и вам было безопасно, и нам было безопасно. Все, теперь понял, спасибо. Давайте по вопросам пройдемся. Может быть, какие-то вопросы есть? Ну, видимо, не осталось. Вопросов нет, да. То есть, если вы смотрите конференции, они все вопросы, на самом деле, повторяющиеся. Если здесь люди, которые впервые столкнулись с нашей компанией, вы здесь появились потому, что вас кто-то пригласил, посмотрите эти конференции, они перетекающие вопросы одни и те же. Вот. Самое главное, что мы любим зарабатывать, мы знаем, как это делать. И те люди, которым это тоже интересно, добро пожаловать. Вот. Ну а сейчас я бы тогда рассказал про ключевой продукт. Да. Спасибо тебе большое. Все. Всем спасибо. Благодарите, пожалуйста, людей, которые вам для вас зарабатывают деньги. В какой-то момент мы очень хотели сделать прям, даже этого было мало нам, и мы хотели сделать что-то универсальное, и в декабре я получил предложение, о котором практически мечтал с детства, а я всегда в детстве мечтал купить банк. Ну, хотелось мне банк свой, и на сегодняшний день можно сделать так, что мы можем сделать криптобанк. То есть это уникальное решение, техническое и финансовое, это финтех-решение так называемое, которое позволило нам сделать еще один суперпродукт, на наш взгляд супер, вам судить, но мы тащимся от него, потому что это то, что может объединить очень много рынков вокруг одного финансового продукта. И об этом расскажет Марат Сабиров, он специалист по крипте, наш криптонаполеон, как мы его называем, и, извините. Это не из-за роста, да? Да-да-да. Нет, из-за крипты. Да. Вот. И он же сейчас отвечает за то, чтобы эта крипта преобразовывалась в реальные деньги с помощью инструмента, это кэшбэк-карта. Расскажешь? Да. Давай. Всем привет. Меня зовут Марат. Фамилия тоже Сабиров. Мы выбрали, да. Вопрос, кликер не работает, да? Да, работает, либо да, не работает. Ну, все. Он заработал. Или ты переключаешь, или я переключаю? Сейчас я пойму, что просто… Но он не работает. Ну ладно, у нас Зигмунд есть. Починишь? Да. Все, отлично. Спасибо. Кэшбэк-карта. Мы хотели создать кэшбэк-сервис, лучший кэшбэк-сервис, который есть в России, но перестарались и создали лучшую кэшбэк-карту. В чем преимущество самой кэшбэк-карты? А много людей здесь в зале, кто сейчас уже пользуется нашим продуктом, индексом CTI. Можно, чтобы я понимал, да, с кем разговариваю? О, прикольно. Первое, что упрощает уже для вас данная карта, это вывод денежных средств. Каким образом сейчас происходит? Вы нажимаете кнопку «Вывести», вам на ваш биткоин-кошелек падает определенное количество, равно там, в долларах, эквиваленту доллару биткоин, который нужно где-то на каком-то обменнике стороннем обменять на рубли, там, тенге, доллары, кому что, и потом уже тратить эти деньги. Что даст сама карта? Карта дает возможность сразу заработанные деньги вывести себе на карту и пойти оплатить этой картой, либо снять в любом банкомате, в любом городе, в любой стране. То есть это обычная карта поддержки, не поддержки, а Стандартно. Да, стандартом MasterCard. То есть везде, где можно оплатить картой MasterCard, она пройдет. А это примерно, наверное, 99% всех магазинов в России точно. То есть я еще не встретил ни одного банкомата, либо магазина, где я бы не смог расплатиться данной картой. Это первое преимущество для тех, кто уже как-то с нами работает, как-то уже с нами взаимосвязан. Ну и само преимущество самого кэшбэк-сервиса, самой кэшбэк-карты. Это кэшбэк
от 15% на любую покупку. То есть при получении, при покупке карты, она сразу дает вам на любую покупку 15% кэшбэка. Сразу. Второе. Это ежемесячно 6% на депозит по карте. Обслуживание карты за счет компании. И, как я сказал, она работает по всему миру. В ней присутствует партнерская программа и возврат кэшбэка живыми деньгами. Это не баллы, это не определенные магазины, где можно потратить это баллы. Это те же живые деньги, которые возвращаются вам на карту, и вы сразу же можете их потратить. Как я и сказал, кэшбэк от 15%, но его можно повысить до 25%. Двумя способами. Первый способ – это совершать покупки. Это для людей, которые не любят рекомендовать, которые приобретают какой-либо товар, об этом молчат и сами только пользуются. Каким образом происходит? Потратив $200 по карте, и это не обязательно делать одной покупкой, это может быть 20 покупок по $10. В итоге $200 тратите, плюс 1% кэшбэк увеличивается, на 500, общие 500 тратите, плюс еще 1%. Таким образом, потратив по карте $2000, ваш кэшбэк будет составлять уже 20% на любую покупку. И не упадет, да. Второй вариант – это рекомендовать. Порекомендовали одному человеку плюс 1%, второму человеку порекомендовали еще плюс 1%, третьему порекомендовали сразу плюс 3%. Таким образом, порекомендовав 5 людям, 5 друзьям карту, ваш кэшбэк составит 25%. Можно что сделать? Можно 3 людям порекомендовать, еще 2000 потратить. Таким образом, ваш кэшбэк будет составлять также 25%. Это максимально. Ну, я думаю, этого более чем. Максимальный кэшбэк, как я сказал, 25%. Его не надо подтверждать ежемесячно, какими-то квалификациями. Вы один раз набрали 25% кэшбэка, он за вами сохраняется до конца действия карты, до конца, пока вы пользуетесь картой. Да, так до конца жизни неохота говорить. Мы же за вечную жизнь боремся, да? Накопленный кэшбэк остается навсегда, пока вы пользуетесь этой картой. Каким образом происходит условия получения кэшбэка и что нужно для этого сделать? На карте есть 2 счета. Один счет – это депозитный. Второй счет, ну я его называю лицевым, ну либо свободный счет. Это то, откуда происходят все покупки, откуда происходят все траты. Таким образом, как я и говорил, на депозитный счет вам начисляется 6% ежемесячно. А это 72% годовых. Уже. То есть даже если вы не будете тратить по карте ничего, просто будете держать на депозитном счете энную сумму, вам будет прилетать по 6% в месяц на эту сумму, а это 72% годовых. Я думаю, этого уже достаточно, это уже привлекательная история. Второе. Получение кэшбэка. Допустим, какая средняя трата составляет человека в месяц, если брать в долларах? Я думаю, $400 тратит каждый. $400 примерно сейчас сколько? Ну, 30-35 тысяч. 35 тысяч рублей, я думаю, тратит каждый сидящий здесь в зале. И каждый делает это в основном по карте. Поэтому какая разница, какой вы картой тратите, но с этой карты вы еще и заработаете. Если вы тратите в месяц $400 по карте, чтобы получить кэшбэк, на вашем депозитном счету должно лежать также $400. Если на вашем депозитном счету лежит $400, но вы потратите 500, то кэшбэк получите только с $400. Таким образом, чтобы получить с $500 кэшбэк ваш, то ваш на депозитном счете также должно лежать $500. Если 1000, то также 1000, 2,
Ну, тут, я думаю, понятно, да? Каким образом происходит начисление самого кэшбэка? Кэшбэк начисляется равными долями в течение 5 месяцев. Чтобы было понятней. Вот. Допустим, если вы совершили покупку в этом месяце, в марте, ваш кэшбэк, ну мы же здесь все за максимум, да, собрались, поэтому ваш кэшбэк будет составлять 25%, я надеюсь. Потому что я бы точно гнался бы за 25%, я бы на 20-ке даже не остановился бы. В марте мы потратили, в апреле получили 1/5 часть, в мае получили вторую 1/5 часть, и так в течение 5 месяцев. Что произойдет? Самое прикольное. Мы же тратим не 1 месяц, мы же тратим постоянно эти деньги. Если мы потратим в марте $400, то в апреле мы получим, ну, там, 1/5 часть. Но мы и в апреле потратим те же $400 минимум, да? Поэтому в мае мы получим уже 2 кэшбэка. А в июне мы получим 3, а в июле уже 4. Таким образом, купив карту сейчас, допустим, в марте, начав ей пользоваться, то в августе мы уже выйдем к 25% кэшбэка ежемесячно. То есть вы ежемесячно будете получать 25%. Ну, если ваш кэшбэк будет составлять 25%, то вы получаете ежемесячно эти 25%. Не 1/5 часть, а все 5 частей за предыдущие 5 месяцев. И таким образом, сохраняя темп трат по карте, вы получаете весь кэшбэк ежемесячно. А это 25%. Это любые товары, которые есть в магазине, стали дешевле для вас на 25%. Это все заправки города, страны даже, ну, блин, мира. Ну, мне нравится эта мысль, что все заправки работают с нами. Не определенные какие-то 10 заправок по России, где вы можете заправиться с кэшбэком, а любая заправка. Это любой продуктовый магазин, будь то маленький или большой гипермаркет, любой магазин, где возможно расплатиться картой. А этой картой можно расплатиться, ну, почти везде. Таким образом, что мы имеем? 25% кэшбэка вот здесь. Ну, мне нравится 25, честно. Не хочу писать 20, 25. Берем по максимуму. 25% кэшбэка здесь, 6% здесь. Это то, что дает карта. Дальше. Сколько стоит сама карта? Карта стоит 500. Цифрон. Это $500. Из них $100 лежит сразу на депозитном счете и 250 на лицевом. Это сделано для того, чтобы, купив карту, вы могли сразу пойти в магазин, оплатить что-либо и уже получать кэшбэк. Чтобы при продаже, при рекомендации карты вам не нужно было объяснять, каким образом пополнить, каким образом она работает. То есть человек получил карту, пошел в магазин, сразу оплатил, пусть он потратит только эти $100, первый месяц подождет, получит свой кэшбэк, 15% минимум, да, охренеет немного и начнет ей пользоваться. Но, скорее всего, это будет происходить намного быстрее. То есть это, как я вижу всю историю этой карты. Человек, который получит карту, что он будет делать? Посидев с друзьями в кафе, он своей карты оплатит, а со всех соберет наличку. Если кому-то из родственников надо купить телевизор, что он сделает? Оплатит своей картой, а деньги заберет наличкой. Таким образом, это отдельный мир, это отдельный бизнес, который можно построить за счет этого. Но это еще не все. Это только с точки зрения продуктовой части, то, как вы можете пользоваться. А есть еще и партнерская программа. Как я и говорил, карта стоит $500, и $100 из этой карты уходит тому, кто порекомендовал. То есть, порекомендовав карту, и человек приобретая ее, вы заработаете сразу $100. Сразу на ваш счет поступит $100 в личном кабинете. Сама партнерская программа. Как я сказал, $100 уходит за рекомендацию сразу, 3% с дохода от депозита, от дохода на депозит. Как я и говорил, здесь 6% в месяц. 10 уровней вниз ваших приглашенных, с них вы зарабатываете 3% с их 6. Те, кто сейчас уже в индексе, понимают, о чем я говорю, да?
как вы уже кому-то порекомендовали, кто-то зашел под вами под индекс, вернее, приобрел индекс CTI, и вы зарабатываете 3% с его дохода. Это та же история. Но здесь вам не надо продавать инвестиции, не надо объяснять человеку, что ему нужны инвестиции. Здесь карта – это самое обычное, самое простое, что можно показать человеку, который у него всегда с собой, и то, чем человек пользуется ежедневно. Вы зарабатываете 3% с его дохода на депозитный счет и 0,15% с каждой его покупки на 10 уровней вниз. Таким образом, мне стало самому интересно, и я начал считать, а сколько реально можно на этом заработать. Потому что 0,15% кажутся крошечными для человека, который не понимает в сетевом. Я не сетевик ни разу, поэтому мне стало интересно, а сколько реально на этом можно заработать. Я нарисовал и сейчас хочу поделиться этим. Есть я, либо вы, тут кому как, мне больше я нравится. Я рекомендую карту 3 людям. И всего 3 людям я объясняю, как это работает. И все, что надо им знать, вернее, все, что надо знать им, я и объясняю и говорю, что только 3 тебе надо объяснить. Таким образом, трата каждого человека примерно составляет $400. Это минимум я беру. И 35 возьмем тысяч рублей. Это $400. Примерно, я сейчас не буду считать, потому что курс постоянно скачет. Таким образом, с этих 3 я в месяц зарабатываю в рублях 135 рублей. Здесь и 112 с его покупок. Это здесь 0,15%, здесь 3% с их 6. Небольшие цифры, но это 3 человека. Эти 3 человека объясняют еще 3 каждый. Таким образом, на этом уровне у меня уже 9 человек, и с них я зарабатываю здесь 405 рублей и 337. Ежемесячно. Ничего не делал уже, просто я порекомендовал карту, и дальше эта структура начинает сама обрастать. Все, что надо объяснить, это только 3 людям. Тебе надо порекомендовать эту карту и объяснить, как это работает. Всего 3 людям. Таким образом, через какое-то время сразу перейдем. Давайте на 3-м уровне. Будет 27 человек. И с них я зарабатываю уже 1215 и 1012 рублей. Ежемесячно. Причем я зарабатываю это и это. Это не конечно. То есть это я с этого уровня только зарабатываю, это я зарабатываю с этого уровня, а это с этого уровня. Таким образом, перейдем сразу, допустим, на 5-й уровень. На 5-м уровне у нас 243 человека здесь, и зарабатываю я уже с них 10 900 и 9100, я округляю, причем в меньшую сторону. Это на 5-м уровне. Что произойдет дальше? Какой уровень? 8-й. 6561 человек, и зарабатываю я с них 295 тысяч. Это только на депозитном счете. И с их покупок я зарабатываю 246 тысяч. Всем видно? Почерк, конечно, к черту, но главные цифры. То, как ты это говоришь. И самое вкусное – это 10-й уровень. На 10-м уровне я не буду писать количество людей, это 59 тысяч. Но зарабатываю я 2 657 000 и 2 214 000. И, как я говорил, это только с 10 уровня. А еще есть 9, 8, 7. Таким образом, общий доход мой составляет 7 307 000 ежемесячно. Порекомендовав всего 3 людям, и которые будут тратить только $400. Всего $400. Да нет, конечно, не обязательно. Желательно...
Да, вопрос. Ну, это, я думаю, это был даже не вопрос, это больше было такое. Но как я и говорил, да, что произойдет? Произойдет не $400 по карте. Это будет человек, который будет иметь карту, он будет тратить намного больше. Даже если не своих денег, а денег всего своего окружения. Потому что если бы я получил подобную карту в свои там 18-16 лет, неважно как, а я бы ее получил, если бы она существовала, я был бы самым богатым человеком, наверное, в своей школе, да, ребенком. И мне нравится сама идея еще того, что это не только возможность вам заработать, это возможность приучить детей, внуков к тому, что они могут зарабатывать уже сейчас сами. Это в школе одноклассникам купить. Ну, сейчас, я думаю, дети есть и обеспеченные, и средние, поэтому у всех есть траты, какие-либо траты есть. Это айфоны, там, планшеты, еще что-то, наушники. То есть это сейчас настолько стало актуальным и естественным, что это покупается почти во всех семьях. Таким образом, если ваш ребенок, внук будет иметь подобную карту и только покупает для своих даже одноклассников, он уже себя сам сможет обеспечивать в месяц на свои какие-то игрушки, ботинки, как говорил Кирилл, да, на которые он копил. То есть их можно уже прививать с детства, как можно зарабатывать самим. Я думаю, это прикольная идея растить именно то поколение, которое будет уже с мышлением предпринимательства, которых не надо будет обеспечивать, когда им будет 18, 20, 25 лет, которые уже сами будут понимать, что надо делать, чтобы заработать. И это прикольно. Вот этого я хочу. То есть будущее, которое, как оно, зеленое будущее, то есть оно здоровое и живое. Я думаю, в принципе, по карте... отвечу сразу на вопрос, это комиссия, да? Комиссия по карте. Снятие с банкомата 0%. 2% это за покупку, за любую покупку. 0,15%, который мы платим, это 1,5%, чтобы оплатить в структуре. Поэтому это немного. Это ваш процент. Это вы на этом зарабатываете. Поэтому 2% с покупки и 3% это с перевода и пополнения карты. Как в принципе сейчас есть вывод своего дохода на свой биткоин-кошелек 3% комиссия. Здесь остается та же динамика, 3%, но просто вы будете пополнять уже свою карту, которую сразу можете оплатить. Обратно. Возвращаю. Все? Сфотографировали? Меня? Так? Да, лимиты по карте. На карте единовременно может лежать $13 тысяч. Единовременно. То есть, если надо больше, то, я думаю, Зигмунд лучше объяснит, каким образом будет происходить сам процесс. В общем, если надо будет потратить больше, то вы просто делаете вывод, допустим, на $100 тысяч, а такие есть, со своего счета $100 тысяч. Вы переводите на карту, на вашей карте отображается 13 тысяч, вы потратили, допустим, $5 тысяч, и вам сразу же начислилось еще 5 тысяч. То есть это будет автоматически сразу же. Из суммы вывода, которая. Да. Откуда 5 эти? Да. Вы вывели 100. 100 вводите, у вас отображается 13, а по факту вам будет просто начисляться. Все траты и все. Я думаю, для удобства, меня слышно? Я думаю, для удобства мы сделаем еще другим маркером, лучше нарисую. Это будет некое промежуточное окошечко. Например, 100 тысяч вы вывели, 13 тысяч у вас на карте, а остаток 87 тысяч. Он в неком отдельном кошельке, то есть здесь вы 5 потратили, отсюда 5 тысяч списалось, упало на карту, а здесь осталось 82 тысячи. Вот так это будет. Отлично. Все, Спасибо. я пошел. На этом все сегодня мое выступление. Примерно так будет. Поэтому сейчас, я думаю, я рассказал по карте все. Он долго готовился, давайте поаплодируем ему.
Давайте. Вопросы, да. То есть, Да, вопросы. Можно уже потихоньку подходить, задавать вопросы по всей вообще. С карты же у ребенку как карту довести? Там с 18 лет же карта надо давать. Карта с 18. На одного человека можно 2 карты. две приобрести. карты. Две Ну, то есть карты вы можно. одну берете для Короче, своих. мы не рекомендуем. Да. Просто я вот, допустим, у меня есть товарищ, его видели, те, кто были на конференции в Москве, он как раз занимается строительством АЗАД. У него сын подрос, да, то есть он использует наши инструменты для образования сына в сфере инвестиций. Понятно, что сын не имеет права до 18 лет, поэтому он на аккаунте отца. А сейчас карты еще доступны, что ли? Сейчас карты что? Ну, доступны, что ли? Они еще нет уже. Их можно заказать. Они в России. У нас есть 2 недели на тест этих карт, для того, чтобы мы не облажались перед вами. А уже пользуются, что ли? Мы пользуемся. Мы уже пользуемся. Мы пользуемся, картами. да. Можно показать? Есть с собой? Вот. Они так выглядит, такие да. же, как все. Да. Покажи. Покажи в экран. Вот он. Стой, вот все приблизить. Не-не-не, не надо, не надо. Всё. Он сейчас сам настроит. Вот так это выглядит. И Все. кусок пластика. Кусок Не пластика с рассмотреть. определенным набором операций запланированных. Это обычная карта. Платежная система MasterCard. До 23-го года? Все верно. Он на 4 года выпускается. Да, карта выпускается на Потом 4 года, потом перевыпускается. перевыпуск. Ну, все как в обычном банке. Ну, то есть ничего нового нет. Еще вопрос есть? Да, можно в микрофон вопрос задавать, Да. чтобы было всем слышно? И на трансляции тоже. Да, у нас практически мы все рассказали, поэтому хочется все-таки с вашими сомнениями, вопросами, недоверием Да, поговорить. здравствуйте. Здравствуйте. А чья это карта? Она ваша собственная, то есть вашего криптобанка или как? Да, совершенно верно. Ага, то есть она у вас зафиксирована на территории России Не или... на территории России, то есть это криптосчет, криптобанк. То есть Ага. он зарегистрирован на территории мира. Вот. Да, да, да. А компания, которая выпускает карты и имеет свои контракты, расположена в Сингапур. Все понятно. Мгм, спасибо большое. Все А документы вообще вот можно будет юридически посмотреть. вот Финику оно зарегистрировано также на территории России, правильно? Все гораздо сложнее, специально сделано. Давайте. Я расскажу краешки. У нас есть частные лица, например, я являюсь владельцем патентов автоматизированной системы торговли и так далее. То есть есть патенты владения брендами и так далее. Я их сдаю в аренду ИП Зигмунтовичу, который вот выступал сегодня шикарно. И он является также владельцем нескольких лицензий, которые мы продаем в качестве легализации наших транзакций по территории Российской Федерации. Но поскольку мы ориентированы на весь мир, у нас есть центральная компания, которая размещена на территории Эстонии и имеет 2 лицензии, 2 финансовые лицензии. В первую очередь это на крипту, и второе на просто валюту. Эта компания имеет договорные отношения с еще одной структурой, которая размещена уже в Сингапуре, которая учитывает те транзакции, которые мы осуществляем, выводим на карту, и у нас есть специальный договор на выпуск кэшбэк-карт под наши условия, под наши программы. И там мы являемся, здесь мы являемся 100% учредителями, здесь мы являемся частичными учредителями в рамках собственного продукта. Вот. То есть это то, что позволяет нам работать на территории любой страны. Если ты вдруг решил, что пора бы строить международный бизнес, то это те инструменты, которыми это можно сделать. Юридически вы заключаете договор с эстонской компанией в качестве оферты и покупки программного продукта. То есть это не в чистом виде, то есть как мы приняли это понимать. То есть мы делаем все для того, чтобы саму схему тоже защитить. Да, конечно. И еще один вопрос. Это Кирилл, меня зовут. вы не собираетесь акции выпускать? Акции? Акционировать? Имеется в виду электронные акции? Ну, монеты, токены или как? вы Не-не-не, говорите? как у Финико акционерами. Как? У нас есть проект внутренний. Мы готовим площадку для работы с юридическими лицами. Там будет ПИФ закрытый. И это что-то подобное будет. Но чистые акции мне не интересно. Сейчас, по крайней мере. Что будет через год, может быть, что-то поменяется.
Но мы готовим электронную историю. К концу лета, я думаю, мы что-то успеем уже сделать. Это будут токены кэшбэк-сервиса. То, что сейчас Марат рассказывал. Поскольку у нас есть офигенная история живого бизнеса, то это будет токен CBS. Сейчас я рассказываю, не запоминайте, просто спросил уж. Вот. И это будет как раз похоже на акции. Будем. Задайте вопрос. Ну, очень важно его записать. А с налогами как? Читается вообще? Читаем как? С налогами все шикарно. Это одно из правил компании — платить налоги в любой стране, где мы находимся. Первое — это разница между входящими и выходящими деньгами. 13%. Разница между, если это продукт какой-то, типа машина, квартира, соответственно, зашли на миллион, получили 3, разница между 3 и миллионом 13%. Вот. Если это про партнеров, а какая разница? Не понял. Да, тогда уточните вопрос, потому что я, значит, вас неправильно понял. Я, может, неправильно задаю. Вот смотрите, мы будем выводить деньги с карты, да? Все, я понял. Те деньги, которые выводятся на карту, они уже с учетом того, что вы либо вас удержали, либо мы вас простимулировали заплатить. То есть на карту выходят чистые деньги. И не судебные приставы никто не будет видеть. А вам это не нужно, потому что те продукты, которые у нас есть, позволят вам спокойно с ними общаться и говорить: ну что, как дела? С чистой совестью. Угу. Здравствуйте, Кирилл, меня зовут Силма. А вот будут внутренние переводы? Вот, например, вчера я регистрировала партнера. Я понял. С карты на карту будут? Нет, не с карты на карту, а с кабинета Внутри в кабинета кабинет. нет. Нет, да? Вот, например, партнер хочет кто-то вывести свои понимаю, деньги, да? А я, наоборот, хочу Понятно. ввести, купить то ли цифровые. Вы сможете их вывести себе на карту, снять их и дать ему. Либо с карты просто пополнить счет его. Не поняла. А с карты сможете очень легко пополнить его счет. То есть у нас же будет система эквайринга, у нас будет система покупки. То есть текущая система, она эволюционно сложилась. То есть мы развивались таким образом, и вот это вот, может быть, не самый удобный механизм, но он более-менее защищенный, позволяет нам сейчас работать. А будет еще проще. То есть когда он будет регистрировать, у него будет окошечко «Пополнить счет», и вы сможете с помощью своей карты ему это еще и пополнить. Хорошо, спасибо. Здравствуйте, меня зовут Эдуард. Хотел бы поинтересоваться, какому банку она или как эта карта? Это сингапурский банк, The Moon называется. Сингапурский банк. Да. Теперь другой вопрос. Не совсем банк, это компания, транслирующая банковскую технологию. То есть если вы сейчас углубитесь, то есть в чистом виде банк он не нужен здесь, да? Нам нужны транзакционные механизмы. Этот сам механизм размещен как раз на территории офшорный Сингапур. Теперь другой вопрос. Ваша компания так стремительно развивается. Зачем нужны вам инвесторы? И вот эти вообще. программы на 35%, ну, приобретение квартиры, машины. Для чего нужны? Сам механизм капитализации вы поняли, да? То есть мы 30 забрали, 90 отработали, закрыли вам задачу, и дальше с 30-кой работаем уже на себя. Понимаете, да, этот механизм? Вот это то, что позволяет нам капитализироваться быстро. Чтобы сделать это еще быстрее, когда вы купите машину либо квартиру, вы автоматически являетесь рекомендателем. Даже если вы не работаете на нашу компанию, вы просто воспользуетесь продуктом, хочешь не хочешь, ты еще 3-4 сюда притащишь. Это механизм называется самоаттракция, да, то есть магнит, как на компании магнитить. А теперь зачем вся эта петрушка? Все наши цели лежат за пределами этого бизнеса. Я с чего начал. На чем зарабатывать в 30-х, 40-х годах? Непонятно. Но я точно знаю, что постоянно деньги в деньги работать это бесполезно. Поэтому мы вводим понятие продукта кэшбэк-карты для того, чтобы увеличить товарооборот. Тут есть у нас некий внутренний посыл развивать бизнес на территории России и в мире. Да? А зачем мы это делаем? Мы претендуем на мировые рынки 30-х, 40-х годов. Цель компании капитализироваться примерно 350 миллиардов долларов. Эта сумма необходима нам для финансирования стартапов, начиная с 2022 года.
То есть мы сейчас приступили к строительству определенного пространства, где собираемся аккумулировать студентов, либо молодых ученых в области разработки в области биотехнологии. Нас интересует технология вечной жизни. То есть это то, что связано с обновлением крови, с печатанием органов, с синтезом белка. То есть все, что нам кажется, будет кратно расти в эти годы, будет очень популярным. И мне бы очень хотелось создать пространство, которое не только позволит мне плавно развиваться. По сути, ваш вопрос можно перефразировать по-другому. Почему бы вам не взять $1 миллиард в кредит, условно говоря, отработать его и работать дальше? Это не совсем интересно, потому что $1 миллиард не позволит мне получить аудиторию, которой я смогу рассказать в 2022 году, а вы знаете, у нас есть еще 3 проекта. Мне бы хотелось с вами создать следующую историю. Купили машину, купили квартиру, инвестиции на вас работают. И я точно знаю, что у вас будет в голове репутация о том, что работая с этим проектом, ты можешь еще заработать, например. Да? Что мы делаем? Мы делаем площадку, в которой будет 500-600 стартапов. Мы очень рассчитываем, чтобы хотя бы один стрельнет в мировом масштабе. И мы хотим, чтобы вы были его рекомендателем, либо хотя бы мини-инвестором, заработав на ваших деньгах. Вот примерно такая дорожная карта на ближайшие 10 лет у нас. Спасибо. Будет она или не будет, я не знаю, но у нас это наш способ проживания. Спасибо, я понял вас. Вот мы туда двигаемся. Допустим, человек купил за 35%, за 500 тысяч машину и должен заплатить налог 13%, да? Так. Все понятно. Спасибо большое. Все правильно. То есть, грубо говоря, все правильно. Вот я почему и говорю, у нас презентации очень простые, и вот они по жизни идут. То есть мы не придумываем продукт, не заставляем вас его захотеть, а потом его продавать вам. То есть продукты все понятные, естественные, налоги – это тоже часть нашей жизни. Вот. И это одна из позиций ответственности компании для того, чтобы чувствовать себя свободным изнутри. То есть мы свои обязательства перед страной выполнили. Если тебе не нравится страна, ты просто встаешь и уезжаешь. Если ты здесь до сих пор, это означает, что тебя все устраивает. Угу. Вопрос. Здравствуйте. Наблюдая за вашей компанией, да, я уже давно наблюдаю, и в принципе все вопросы о том, что безопасности и так далее, они уже ушли, а перспективы вы рассказали на ближайшие 10, 15, 20 лет, то есть перспективы очень большие. Но вопрос такой. Управление компанией, оно единоличное или есть совет директора? Децентрализованное. Децентрализованное. То есть это на тот случай, то есть форс-мажорные обстоятельства? Абсолютно верно. Но вот это правило, когда мы добавляем инструментарий, я называю потоковое правило, мы добавляем во все, в события. То есть у нас у каждого свои 10 попыток реализовать какие-то задачи внутри. То есть создание таких статистических механизмов реализации во что бы то ни стало. То есть перспектива на ближайшие 20 лет, то есть, допустим, сейчас вот Кирилл как лицо компании на данный момент, да, то есть и в перспективе на 20 лет, то есть компания, она в любом случае, Кирилл, компания, не Кирилл, она растет, она будет работать, потому что это сообщество людей, вовлеченных в процесс и завязано друг на друга деньгами, процессами, идеологией. То есть это я могу не выступать. Просто у меня это лучше, наверное, получается, чем у многих. Но если появится спикер, который будет разрывать меня на части, то значит, он будет выходить, а я буду спокойно в тенечке наблюдать и кайфовать. Все, просто сейчас есть возможность мне рассказать. Мой багаж какой-то, он стал интересен людям, потому что опыт у меня достаточно большой, и все презентации немножко разные. Я обращаю внимание, что люди просто ездят по разным городам и выписывают перлы, у кого какие-то инсайты рождаются в голове, но мы просто счастливы этим делиться. Все. А кто у нас маркетинг рассказывает? Ты будешь? Угу. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел спросить, вот я вложил 35% на автомобиль приобрести. Поздравляю вас. Вам зачем именно на 80-й день предварительный договор вам показывать? Почему такие правила? Сейчас уже не надо эти правила показывать, да. Вы просто покажете договор потом, когда уже купите машину. Раньше мы придумали сначала что? Мы создали, как обычно, своим сложно сочиненным мозгом сложные схемы, а потом их начинаем упрощать. Сложность была в том, что мы хотели ваши деньги получить и оплачивать, чтобы вам было полегче, сразу деньги отправить продавцу машины. Да-да. А выяснилось, что продавцы машины, особенно салоны, они юридически менее подкованы, и у них есть какие-то стандарты, бизнес-процессы, которые они пересматривать не хотят.
Мы приняли решение, что лучше уж вам будем отправлять эти деньги. Вы спокойно, не нарушая сна и реальности автосалона либо продавца машины, покупаете у него, а нам показываете документы, что машину купили. Это важно. Понял, спасибо. Автопродукт создан для того, чтобы машина была куплена, и вы автоматически стали рекомендателем еще там 10. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Сергей. Мне, наверное, продолжен его вопрос. Если даже брать автомобиль за миллион, ну, как бы 350 тысяч вам отдаю, через 4 месяца вы мне как бы миллион, но как бы время приходит, ну, условия меняются, мне нужно, я беру машину уже не одну, а 2 по 500. Это возможно? Мне кажется, проблем не вижу. Но только чтобы реально были. Это возможно. Это возможно, да. Уже можно отчитаться как за 2, да, уже. Да, я понял. Ну, то есть если у вас... Главное, чтобы вы была, покупка обязательная, чтобы товар прошел. Вот это важно. Если это будет 2 товара, наверное, даже лучше. Ну, потому что это автоматически, вы же кому-то купили, соответственно, у этого человека тоже окружение, которое скажет: машина, как? И хочешь, не хочешь, ссылку попросит. Ну, если вопросов принципиальных нет, то мы пока еще здесь. Есть, да, вопрос? Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Дарима. Я хотела задать вопрос под коммерческую недвижимость. Можно 35%? Да, все что угодно. Все что угодно. Все что угодно. И ИП, и ООО. У нас вообще внутренне, Марат тоже заикается об этом, то, что предпринимательство для нас это такой, это способ проживания, когда создаешь возможности. Поэтому мы туда тоже очень смотрим, в том числе и продукт для предпринимателей. Будет, он хорош для этого. Ну, раз я вышла, хочу спросить, ну, как бы вот меня позвали, первый раз я на ваше это, и до этого мне сколько скидывали, все, не было времени просмотреть. Ну, мы вот с семьей думаем, может, ну, большие деньги вложить, ну, может быть, для кого-то и небольшие. Какие гарантии, что вот вы не закроетесь, да, так скажем? Номер 1. Нет гарантии, Никаких. ну, понятно. Никаких гарантий. Я вам предлагаю сделку. Как вы считаете, риск 35% и 100% выигрыш, это достаточно такой интересная сделка? Да, интересная сделка, да? По сути, вы эти сделки закрываете каждый день в разных областях. Купить йогурт в магазине. Будет у меня веселье на утро, не будет у меня веселья на утро, да? Это очень серьезная сделка. Вот. Ну, то есть, по сути, человек вот Я сейчас просто проговорю, да? Ага. Просто, если я вам сказал, скидка 10% и никаких гарантий, вы сказали, идите нахер, да? Вот. А я вам предлагаю сделку, основываясь на наших компетенциях, на тех возможностях, которые мы сейчас в неопределенности вылавливаем. У нас это получается по математической модели. И в этом рынке мы находимся. Плюс я могу сейчас сказать, что сейчас безопаснее, чем даже 3 месяца назад. Потому что капитала достаточно для того, чтобы даже абсолютно непрогнозируемые какие-то провалы восстановить. Поэтому я бы рекомендовал все-таки воспользоваться этим. Но решать исключительно вам. Если вас прям вот грызет, ну, очень то грызет. лучше не заходите. Ну вот с мужем, если честно, мы спорим днем и ночью. Это правильно, и это правильно. Финика является поводом еще поговорить, да? Да. После 10 лет брака можно еще о чем-то поговорить и поспорить. Козлы, нет, не козлы и так далее. Короче, если сильно грызет, то лучше не надо. Просто если вы посмотрите, то ваша жизнь на самом деле состоит из набора рисков. Вы регулярно эти решения принимаете. Просто от того, что мы вышли и рассказали, в вашей жизни просто ничего не сделаете, у вас все останется как есть. Просто разберитесь, что является для вас гарантией. Гарантии, вот, что это обязательно будет сделано, вам никто не может дать. Гарантии, что чтобы это не произошло, вернее, по какой причине это может не произойти, должно навернуться очень многое. Мы даже в кризис какие-то вещи делаем. Сейчас нервно, я не могу сказать, что мы это вот так вот делаем легко. Мы работаем нервно, мы работаем достаточно напряженнее, чем обычно, но работаем. То есть наша компетенция проверяется, грубо говоря, деньгами. Мы никого не подвели, мы делаем все сроки. Вам надо 120 дней помучиться. Ну, то есть договориться на какое-то время сами с собой и так далее. Если и 120 дней вас не устраивает, то тогда добро пожаловать на YouTube, смотрите за теми, у кого это получается. Ну, понятно. Ну, в общем, на протяжении, как я поняла, 10 лет вы точно не закроетесь, да? Давайте так. Мы на это согласны. Ну, все слышали, да? Ладно, спасибо. Да.
Добрый вечер. Здрасте. Я бы хотел услышать поподробнее, как будут уплачиваться налоги подоходные. Хороший вопрос. Это механика, которая нас беспокоит тоже. У нас два решения. Одно из них, по-моему, реализовано уже или близко к реализации. Ты мне звонишь? Да. А мы про... А куда делся человек? Механику уплаты налогов. Мы говорим, если, например, про продукт «Закрой финансовую задачу», допустим, купи автомобиль за 35%. Как происходит механика? Разберем на примере. Нормально? Допустим, автомобиль стоит 1 миллион рублей. Человек вносит 350. Проходит 120 дней. И на 121 день в его личном кабинете получается две суммы. Первая сумма – это 1 миллион рублей на приобретение автомобиля, а вторая сумма, это 13% с 650 тысяч рублей. Ну, с разницей. Ну, то есть разница это является его доходом, и 13% с этой суммы – это порядка 84 тысяч рублей. То есть механика на данный момент, как мы придумали, надеюсь, она не сложна. Вы снимаете 84 500, платите налоги, заявляя о том, что я заработал 650 тысяч рублей, возьмите 84 500. Это можно сделать либо через банк, прийти в банк и через кассу оплатить по реквизитам налоговой, либо на сайте госуслуг. Эту квитанцию загружаете в личный кабинет и забираете свой миллион на приобретение автомобиля. Это что касается продуктов «Купи машину» и «Купи квартиру». По «Закрой кредит» механика еще не продумана, по индексам это будет все очень просто. Здесь понятно или есть вопросы, на которые нужно ответить? Идем дальше. Режим «Деньги в плен» называется. Мы это вырежем. Дальше есть индекс CTI. Условный индекс стоит $1000. Пока у вас 1000 возвращается в личном кабинете там, по $10, по $12, $11, $9, в зависимости от доходности дня, у вас пока возвращается 1000, никакие налоги вы не платите, не удерживаете, потому что вы просто возвращаете свой капитал в $1000. После того, как вы $1000 вернули, здесь уже у вас начинается, по сути, доход. Опять в $10, в $12, $9 и так далее, где в скобочках там, с $10 13% вы будете должны заплатить НДФЛ. Соответственно, эта сумма копится у вас на протяжении месяца, и один раз в месяц вы оплачиваете сумму налогов и также предоставляете отчет о том, что вы заплатили. В случае здесь, если вы снимаете деньги на налоги и не платите налоги, вы просто сами для себя, по сути, оттягиваете приобретение своего автомобиля. То есть лучше снял, заплатил, сразу миллион забрал и пошел купил там, машину или квартиру. В случае, если вы снимаете деньги на налоги, но не предоставляете отчеты, вы еще раз просто продлеваете себе покупку. А если вы предоставляете отчеты, которые мы рандомно будем проверять, и они оказываются, например, фальшивыми, либо это Photoshop, либо вы заплатили не по реквизитам налоговой, а своей маме, условно, да, то ваш аккаунт блокируется без возможности больше работать с нашей компанией. Вот. Теперь вопросы. Налоги важны. Теперь должны быть возникнуть вопросы, нет? Ну, я так и знал. Это не конкретно по вот этому, я говорю про заграницу. Например, я приобрела недвижимость за границей, я хочу купить. У меня есть 35% на приобретение недвижимости, скажем, в Англии. Как это будет работать в случае за границей, если не говоря про Россию? Возможно ли это? Вы имеете в виду это налог или это? Да, налоги, НДФЛ и вот эта вот вся штука. Как его называют налоговики? По сути, вы же заработали деньги. А вас как зовут? Туяна, как две Яны. Туяна, как две Яны, я понял. Туяна. По сути, вы же денег в России заработали, правильно?
Ну, не всегда. Не-не-не, я имею в виду, если это касается… Вот нет, например, у меня друзья, скажем, проживают, ну, например, в Таиланде. А, они иностранцы. Да, скажем. И… Вы сейчас про себя сказали? Про Нет, себя или например, про и они мне предлагают купить у Я себя сейчас- недвижимость. 2 секунды. Когда, допустим, представим себе, что россиянка решает Да, да, да. приобрести недвижимость за границей. Да, скажем, это Таиланд. Смотрите, какое гражданство вы предоставили паспорт? К моменту- Российский. Вы российский. Соответственно, вот эти все сделки происходят до покупки. Мгм. Поэтому вы выплачиваете сначала налог. Мгм. Не с недвижимости, а с заработанных денег. Понятно. Поэтому все остальное уже не важно, как вы именно и где именно приобретаете. А если это мой друг, который живет за границей, и теперь- он, например, таец? Вот, соответственно, у нас есть сейчас уже модель для Армении, у нас это 20% подоходный налог. У нас есть модель для Казахстана, это 13% подоходный налог. И у нас возникает таец, например, с конкретным кейсом, и Ага. мы и на него строим уже, говорим, спрашиваем, сколько должен заплатить. Мгм. Мы выстраиваем финансовую модель под налоги этой страны, и он стал родоначальником целой ветки, которые мы знаем, как оплачивать налоги. Хорошо, вот он у меня спросит, насколько это легально у меня в Таиланде? Как я ему должна сказать, что это легально? Что легально? То есть Ну вот видите, многие люди спрашивают, вот, например, для людей, вот как вы вначале говорили, заработать даже 5% в день, это для них кажется вау, а тем более 20, а тем более, если они заплатили 35% от того, что они должны были заплатить. Все верно. И если ты им говоришь такую возможность, они скажут, а это вообще легально? Это абсолютно легально, потому что легально ли заходить на сайт? Ну, естественно. Легально. Легально ли на сайте ввести номер своей карты и купить что-то на этом сайте? Мгм. Ну, Мгм. понятно, да? Да. Легально ли воспользоваться возможностями, алгоритмами сайта в рамках Ага. той непонятной единицы измерения, которая на сайте предъявлена? Мгм. Абсолютно легально. Легально ли пользоваться картой стандарта MasterCard? Мгм. Вывести с нее денег? Ну да. Понятно, да? То Понятно. есть все механизмы по отдельности легальные, Ага. а выглядит как вау. Ну, все понятно, хорошо. Мгм. Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Давай, Купачок. Будет вопрос? Давай. Вот эта страничка нужна. Здравствуйте, меня зовут Виктор. Здравствуйте. Вот индексы, да, то, что у нас сейчас налоги будут там начисляться, допустим, с 10, с 11 долларов, там 13%. Каким способом мы их будем получать, чтобы заплатить? То есть сейчас я могу… это будет из ваших денег, вы сами это будете делать. Ну, то есть я, получается, сейчас… Тут денег до хрена, чтобы вы грубо сами говоря, это 1000 сделали. отбивается, да, Мгм. я налоги не плачу. А потом, когда уже будет 10 1000 долларов… 1001 доллар, да. То тут, по сути, получается, у меня Начисление. с начисления еще 13 будет сверху. Не-не-не, Нет, нет, давай, нет. как пример. Вы 1000 свою отбили, да, как вы говорите, и 100 долларов сверху заработали. Это ваш чистый доход, правильно? Да. Мы с этого будем требовать справочку о том, что вы 13% заплатили. Все, то есть если я 100 долларов вывел, мне надо будет с этих 100 долларов заплатить 13%. Да. Все правильно. Ну, Да, мы всё. сроки сейчас не устанавливаем жестко, мы сейчас с ним, мы их… Да. Ну, сама механика, в принципе, Да, не механика, она отрабатывается, ну, как юзабилити, Мгм, ваше удобство тоже посмотрим, то есть, может, нам самим будет неудобно раз в месяц это принимать, может быть, мы перейдем на раз в квартал, может быть, раз в 2 месяца. Причем вы можете даже и не выводить. Например, некоторые люди говорят, я выводить не хочу, можно я со своих денег заплачу 13 долларов, вам предоставлю справку, а эти у меня 100 долларов прямо в кабинете останутся. Ну, Я кто-то хочу- реинвестировать Я хочет, реинвест например. хочу, например, Ну, сделать. я понял. Ну, Всё это ясно. очень живой процесс, но вопрос правильный. Как раз мы Да, бьемся спасибо. над тем, чтобы то, что Ну, то придумали, есть, еще и чтобы было механику, в живо. принципе, было понимание, как это вообще будет в дальнейшем происходить. Фундамент начисления, Всё, а понял. способ его контроля, ну, мы еще адаптируем. Ну, есть, кстати, мысль. Ну, Чтобы- у нас есть гипотезы, мы их будем проверять, Все, понял, спасибо. как любой бизнес. Насчет раз в квартал есть, кстати, мысль. Нет, хорошо. Удерживать. Здравствуйте, меня зовут Ольга, у меня вопрос по карте. А в какой валюте будут на карте деньги? Цифроны. В Цифроны долларах. равны доллару, да. Так, еще там на слайде у вас было написано, что 0% с любого банкомата. А можно слайд? Ну, мы не берем комиссию, и MasterCard не берет комиссию. Единственное, на что можно попасть, это комиссия непосредственно банкомата. Вот То есть, смотри, есть именно. банкоматы, которые там с 1000 долларов ты можешь без комиссии снять стороннего банка, а больше 5000 долларов ты там комиссия 1%.
Да, это уже не наш вопрос. То есть любой банк в любом случае свой процент будет брать? Не обязательно. Не в любом. То есть это зависит от того банка, куда вы пойдете. От банка и от суммы, которую вы решите там Но снять. я вам сейчас напомню, что это кэшбэк-карта. Снятие денег означает лишение себя 25% прихода от тех денег, которые вы собираетесь снять. Понятно. Спасибо. Спасибо. Ну это так. То есть мы говорим, что можно снять, но по большому счету будем делать все, чтобы напоминать об этом. Спасибо. Здрасте. Бурятии. Вопрос такой. По программе покупка автомобиля пришел срок выплаты. Есть ли возможность продлить срок на месяц? Есть. Ну, продлить срок просто так же вам не интересно? По причине. Для По чего-то какой это причине? делаете? Например, у нас есть такая возможность, 120 дней у вас прошло, ну, либо вы говорите, мне там, миллиона не хватает. Ну, там сумма покупки, она на самом деле чуть больше. Я внес, например, 350, мне миллион не хватает, мне надо чуть больше. Надо у нас для- есть такая кнопка «Продлить договор на месяц», и вы на 15% можете увеличить свой договор. То есть у вас будет уже не 1 миллион, а 1 миллион 150 тысяч. Ну и, соответственно, размер налогов тоже мы вам чуть побольше дадим. Процент в итоге какой получается продление на месяц? 15 получается, миллион 15. плюс 15. Нет, разница, то есть не получится так, что, так, знаете, я планировал на миллион, а покупка моя 3. Давайте мы еще раз деньги реинвестируем. То есть если расхождение между вашей целью, которая, например, вы запланировали, что она стоит миллион, вы ходите на сделку, и там доллар сейчас подрос, там 1 150 000 стоит к моменту, когда вы хотите покупать, то у вас будет возможность диалога с компанией, с сервисом, чтобы увеличить этот срок. А можно не показать? намного и сумма не намного. Настя, а можно показать в личном кабинете эту кнопочку? Ну, если это будет быстро. Ну, в общем, такая возможность есть, продлить Есть на уже, месяц и реализовано. на 15%. Давайте быстренько пройдемся. Например, мы добавляем новый автомобиль, допустим, новый, любую марку автомобиля, можно даже, не знаю, поставить, стоимость 1 000 000 рублей. Выбираем тот офис, где мы проходили консультацию. А лучше по-русски. Да, выбираем любой офис, нажимаем «Рассчитать», нажимаем «Добавить», «Заключить договор». «Оплатить». Подписываем договора в электронном формате. Все, теперь у нас есть возможность, видите, вы можете увеличить выплату на 15%. То есть, нажимая на эту кнопку, вы можете продлить срок договора на 15%, срок продления 4 недели, и новая стоимость автомобиля 14 460 цифрон. А до этого у меня была 12 500. То есть на 15% стоимость увеличивается. Давай нажмем кнопочку. Просто нажимаем «Продлить», «Продлить договор», да, и все. У вас теперь стоимость изменилась, дата получения тоже изменилась на месяц вперед, и ваши документы, которые вы подписали. Возможность круто, продлить слушай, давно не был на сайте. Что? Круто, Игорь, давно не был на сайте. Продлить, продлеваем один раз, да? Да, один раз можно продлить. Так, Причем это можно сделать, обратили внимание, я подписал договор, сразу продлил. То есть это можно в любой момент времени сделать. Ясно. Сразу следующий вопрос. Допустим, человек забыл логин, пароль. Ну, пароль просто забыл, логин у него есть. Как восстановить, когда появится? На данный момент ради сохранения ваших денег на ваших личных кабинетах это делается только через техподдержку. Через 2 недели у нас будет приложение, если мы сможем, Настя, показать, где вы будете проходить двухфакторку, и через приложение можно будет поменять пароль. Здорово, Через наконец-то. почту мы пока специально не делаем смену пароля, потому что это не очень секьюрно. Потому что все-таки, когда вопрос о деньгах, например, Сбербанк онлайн, ты не поменяешь пароль через почту. Почему они тоже так не делают? Да? То есть надо приходить в отделение и подтверждать Писать личность. заявление. У нас будет, да, совершенно верно, у нас будет двухфакторка приложения. Это вот макет приложения, который будет у нас, он будет у нас. Вот, и там будет возможность сменить пароль. Что? Мобильное приложение, оно будет доступно на iOS и Android. И еще один тоже. В момент вывода нельзя ли тоже секьюрности добавить, да, с генератором ключей, допустим? Потом, как-то, мне кажется, совсем просто. Выводим, указываем адрес и вывели. Ну, смотрите, вы же указываете свой адрес один раз, например, в момент регистрации, правильно?
что нужно сделать, чтобы сменить адрес кошелька. СМС-ка приходит, подтверждение изменения адреса. То есть вы, давайте пофантазируем. Зашел человек, левый. Либо правый, да, и решил снять деньги. И без подтверждения снял на ваш биткоин-адрес. Козел. Ну, деньги-то приходят к вам на счет просто. Да. Ну, тоже неприятно, 6,5% потеряется, но подменить симку тоже можно. Или давайте так, что должно произойти? Вы должны потерять пароль от личного кабинета, либо оставить его где-то открытым, правильно? Да, совершенно верно. Раз. Кэш. Второе, он должен каким-то образом умудриться поменять биткоин-адрес в вашем личном кабинете. Два. Это нереал. И только три вывести. И будет не очень приятно, согласен. Вас напоить, пьяным сфотографировать вас, что я поменяю этот. Я бы сейчас модерировать просто стал. Да, надо пройти определенный этап проекта. Поэтому, вопрос такой, это больше, наверное, секьюрность вашей информации, то есть каким образом вы защищаете свои данные. Конечно. Да, то есть пользуетесь ли, например, Wi-Fi в общественных местах? Да, нет. Если да, то вы уже увеличиваете риск того, что в ваш личный кабинет могут попасть. Сохраняете ли вы пароль, например, на ноутбуке? Да, тоже увеличиваете риск, понимаете? Совершенно верно. Еще вопрос. По поводу, я так понял, будет возможность покупка квартиры точно так же, как автомобиля за 120 дней, правильно? Да. Когда будет? Вторник. О, здорово. Согласен. Но на самом деле, давайте по-другому. Раздел уже готов, просто сейчас этот раздел на тесте. Сейчас пройдет тест, мы еще, причем ко всему, мы делаем новый дизайн. То есть мы не просто хотим механику изменить. Настя, если у нас есть, можем показать. Мы еще и меняем дизайн платформы. То есть то, что сейчас есть, мы в ужасном темпе быстро слепили, а теперь мы хотим более красиво сделать визуализацию платформы, и это будет вот так. То есть если вы, если кому-то видно, если вы видите, как сейчас выглядит личный кабинет, это вообще не так. То есть это как-то, тем более с телефона, это не очень удобно. А теперь будет эта новая площадка с новым дизайном, и она уже готова, сейчас она на тесте, на проверке у меня, мелкие недочеты устраняем. Вторник, среда я проведу вебинар, как пользоваться новым дизайном, и после этого, через сутки мы заливаем и квартиры, покупку квартир за 120 дней, и покупку машин за 120 дней, и уплату налогов сразу в этих разделах. Они готовы сейчас на тесте. И крайний вопрос, вы надолго к нам в гости? Смотри, у нас есть что показать. Смотря конкретно у вас? У нас Бурятия большая, да. Но мы улетаем утром завтра. То есть мы по работе в основном. Спасибо большое. В следующий раз планируйте неделю хотя бы отдыха. Мы как раз будем посвободнее ближе к августу, поэтому у нас там на Байкале, да. Байкальская тема — это вообще слабость. Да. Не важно какого года. Да? Это зависит, знаете, от активности. На самом деле это зависит от активности, и по большому счету то, что мы сейчас здесь находимся, означает, что сейчас лидер, который будет выступать, и которые выступали в Иркутске, это их активность по созданию пространства, в котором мы можем пообщаться. Спасибо большое за вопросы. Добрый вечер. Меня зовут Доржи. У меня такого рода вопрос. Сельхозтехника. Да. Это какого рода приобретение автомобиля будет категория? Да. Буровые установки уже покупают. Это категория. А вот этот момент ускорить можно как-то? Например, там же есть же продукт такой, как будто бы, как слуховые аппараты, не аппараты, там, например, определенные проценты, там, финика продукт, да? За 50%, например, за 3 месяца. Да. Это сельхозтехнику это нельзя отнести, например? Нет, можно, да. Вы можете разными инструментами пользоваться в зависимости от своих сроков, возможностей, наличных денег, сроков ожидания. Ясно. И момент расчета это как? Это будет проходить, например, я еще даже не я вообще первый раз сегодня здесь о продукте. Вам повезло? Вчера только услышал. Я понял. И это момент такой, например, я партнером стал, и расчет это как будет происходить с моего аккаунта или как это все выглядит? Расчет чего конкретно? Сельхозтехники. Например, у меня, например, есть же Минсельхоз России, там, например, компенсирует, части затратного приобретения сельхозтехники. То есть с моего расчетного счета или там какие-то чеки, квитанции это. Мы с расчетным счетом, мы с вами разговариваем как с физлицом, не как с юрлицом. Это раз. Вам надо это понимать. Второе. Деньги будут поступать вам в электронный кабинет. И возможность их вывода будет через карты либо через биткоин-счета.
То есть я их вывожу наличными, сам иду рассчитываюсь, да? Да, Правильно? да, все правильно. Потом а дальше вы все свои диалоги со всеми органами и так далее, говорите, что то есть, и я вот эту сельхозтехнику могу приобрести как юрлицо сам, да, и отчитаться перед вами, правильно? Ну, я не знаю, вам надо еще деньги завести, получается, на юрлицо. Ну, я заведу, это как не проблема. Нет, если вы заведете, проблем нет. Просто там по 115 ФЗ вы можете там какие-то вопросы не нужно от банка получить. А у меня уже будет справка трендов. А у вас будет справка о том, что вы как физлицо заработали эти деньги. Это я понял. То есть вы полностью предоставляете вот эту накопленную сумму мне на руки, да? Правильно я понял? А вы с ней... Я уже там в течение скольки должен отчитаться, да, перед вами? 30 дней, да, что я приобрел вот эту технику, да? Да, да. Ну, здорово. Все верно. Спасибо. Спасибо. Я уже подходил, обращался. Так, вопрос такой. Я со своего личного кабинета могу карту приобрести, например, там кому-то? Нет, только себе. Только личный кабинет, только ваша карта, потому что здесь строгие правила KYC от MasterCard. То есть каждая карта обязательно должна быть верифицирована. Чья-то. Чья-то, да. Поэтому вы можете взять себе 2 карты на ваши паспортные данные, пройти проверку, верификацию и одну карту дать товарищу. Что мы не рекомендуем. Да, но так делать не надо лучше. Потому что это ваши данные, это ваша карта, ваша ответственность. Нет, просто я сейчас мы оформили эту, закрой кредит вот эти за 35%, да, ипотеку закрывать. И ипотека на жене, ей будет приходить, то бишь, как вот это будет тогда? Регистрируется на нее электронный кабинет, она верифицируется, и все, мы карту выгоняем ей, и все остальное будешь знать, что делать. Нет, я могу тогда вот со своего кабинета на ее кабинет деньги перегнать или нет? Не, еще раз. Я должен снять деньги, положить на У вас подписан договор на программу «Закрой кредит», в данном случае ипотека. Вам будут приходить цифроны, которые вы хотите снимать, правильно? Он говорит про то, что другое лицо. Договор. Я понял. А не имеет значения. То есть вы заказываете карту себе, снимаете цифроны на свою карту, оплачиваете ипотеку супруге. То есть не обязательно ей там быть клиент. То есть если вы для себя заключили договор... Она может быть вообще не в системе. Нет, еще раз, то бишь я оформил карту, так. Ей пришли деньги, на мою карту вывели деньги? Пришли деньги в ее аккаунт, кабинет. На аккаунт. Лично. Не, тогда у нее должна быть она карта. выводить самостоятельно должна, да. Я еще не все понял. Еще раз. Короче, кому деньги пришли, у того и должна быть карта. Спасибо, я рисовать начал. Да, вот так. Ну, да, это-то я понимаю, что кому пришли, у того должна быть карта. Да. Но если он хочет снять с помощью карты. Если у нее нету карты, тогда сколько, какой процент она... Она может вывести через биткоин. Комиссия такая же 3%. Те же комиссии, но плюс еще возня с биткоином. Если для вас это не возня, а какой-то естественный каждодневный процесс, то воспользуйтесь этим инструментом. Для многих просто биткоин — это целая проблема. Ну, то есть его надо найти, поменять, определиться с обменником. Ну вот об этом-то я и говорю, что... Поэтому заведите карту на жену. Да, если она хочет упростить процесс вывода, то карта можно. Но карта должна быть на том человеке, на чей аккаунт пришли деньги. Сейчас это возможно оформить карту-то? Да, конечно. Внутри электронного кабинета. А покажи, потому что пожалуйста, 30 марта по графику уже написано, что 30 марта должны прийти деньги. До 10 марта сейчас... До 30 марта. До 30, пока в режиме текущем, да? Да, пока в режиме биткоина. Пока в режиме биткоина. Ну, потому что карты сейчас пришли, но мы сверху этой карты кэшбэк-сервис разрабатываем и тестим. То есть надо еще недельки 2-3 повозиться с этим. А карту очень просто заказать в личном кабинете. Есть раздел «Карта». Ну вот у меня карта уже забронирована. Можно презентацию открыть. То есть есть раздел «Карта». Сейчас нам в презентации покажут. Заходите в раздел «Карта». Ну, если у вас карта заказана, вы знаете, я на всякий случай для всех проговорю. Нажимаете «Купить», вводите туда данные. То есть вы указываете страну, регион, город и адрес доставки точный. И таким образом вы бронируете карту. Можно дальше? Все заполняете, оплачиваете 500 цифрон. Почему именно цифрона название там как-то ни вам не доллара, нравится? ни евро, ни рубли? Вам не нравится? А можно дальше? Вообще, почему именно так? У нас есть некое видение, что цифрон станет одной из очень интересных мировых валют. Как это сделать, мы пока еще не сильно придумали. У нас есть карта дорожная, как мы к этому придем. Поэтому заранее приучая людей к единице расчета, для нас это способ не удивить потом вас, а естественным образом развить вас финансово. Понятно, спасибо. Это клево звучит цифрон.
Я на ДМ, на родине могу. Ага. Два вопроса еще назрело, вспомнил вернее. Вот человеку пришел месячный платеж за кредит, ну то есть на 10 месяцев, да, вот, который выплачивается. Вот, допустим, ему 1200 цифрон пришло, в рублях типа это должно быть 76 тысяч, а когда через биток прогнали, получили 72 тысячи. Как быть? Ему добивать там до 76, да, которые по договору? Это в случае с платежом по кредиту? Да. Ну, а здесь мы понимаем прекрасно, что курс может быть как чуть ниже, так и чуть выше. Да. Поэтому, например, если у вас платеж стоит 76, да, и вы заплатили 72, у нас не будет вопросов, как, в принципе, если у вас платеж 76, а вы заплатили 82. Тоже вопросов не будет. Для нас самое главное — это наше обязательство закрыть перед вами. Отлично. Второй вопрос. Допустим, то есть общие правила игры, связанные с биткоином, принимают все изначально. Да. Здорово. Следующий вопрос. 10 месяцев опять мы платим, да? Нам приходит 70 тысяч. Допустим, у меня с индекса решил я еще дополнительно сам внести в этот кредит, то есть 100 тысяч сверху положил. В итоге, получилось, сумма кредита уменьшилась на 100 тысяч. Как быть с последними 2 месяцами? Мы свои обязательства мы выполним. Выплатим в личный кабинет вам. А нам подтверждать как? А как? У вас же все уже подтверждено? Да. У вас же кредит закрыт фактически. Это же и есть задача. То есть мы свои обязательства до конца закроем. То есть, условно говоря, вы добавил от себя. Миллион. Короче, не так надо? можно. Можно. Но, на самом деле ты сделаешь более сильное финансовое решение, потому что база расчета будет другая налоговая. Да. То есть следующий платеж у тебя на самом деле уменьшится еще меньше. Вернее, еще больше уменьшится с обратной прогрессией. Так что это сильный. Если есть капитал есть, которым ты можешь там 2-3 последних платежа реально снести основной долг, и там процент будет максимально убран. Хорошее решение. Мне даже в голову не приходило. Все, спасибо. Спасибо. Здравствуйте, у меня такой вопрос. Здравствуйте. Ага. Скажите, пожалуйста, ну вот все прекрасно, у вас сейчас увеличиваются клиенты, да? Действительно, а как вы же никаких гарантий не даете? Абсолютно. Абсолютно никаких гарантий. А сейчас вот если мы наблюдаем саму ситуацию в мире, да, с этим ростом коронавируса, да, к примеру, сейчас все прекрасно, а через 4 месяца что будет? Если, к примеру, приведем такую картину, как бы у тех людей, кто вложили деньги, да, уже привыкли получать какой-то уже доход, да, в один прекрасный день открывают свой кабинет, а все обнулилось. Почему? Обнуление. Почему обнулились? Ну, не, стоп. Нет, дайте, это моя любимая тема. Почему обнулились? Все брокеры заболели, да? Все вообще, брокеры. Вот у меня такой вопрос. Все ваши трейдеры, да? Я такой думаю, вопрос. что я вот так отвечу. Каким-то образом застрахованы ваши деньги? Никак все не наши застрахованы, деньги? ничем. А как вы застрахуете? Ну, все же как бы большие компании, они страхуют все средства. Да, свои, попробуйте конечно. одновременно всем клиентам, к большим компаниям прийти и потребовать свое. Страховым у вас же причем. огромный капитал такой имеется. Какой огромный? Ну. Копеечный пока. С точки зрения Совсем мирового рынка, копеечный, мы но, вообще может быть, даже вас не рыбешка, копеечный. планктон. Ну вот смотрите, человек влаживает свои деньги, он должен быть уверен в том, что помимо Откуда того, эта уверенность что... у него может быть? Ну он же влаживает деньги для того, И что? чтобы получить Откуда доход уверенность может быть? Ну вот вы эту уверенность не даете. А кто дает? Человек должен быть уверен хотя бы... Так я могу тоже сыграть в вашу игру и дать вам уверенность. И что будет? А по факту, если все вместе придут в любом в случае, любой... человек вступает в эту игру, да, так. он должен как бы уже быть уверен в том, что его игра, она... Он не может быть в этом уверен. Вы сейчас Значит, говорите... вы никакие, как бы не даете вообще гарантии в случае, если полного обвала. Вот да, смотрите, в случае, если вообще полностью вы очень много говорите. Вопрос у вас есть вопрос? Ну вот у меня все же такой вопрос. Это у вас не вопрос, это мнение. Это мнение. Никак не все застраховано, кроме математики и ежедневного следования этой математики. Никак. А кто может застраховать? Ну так если вы работаете над такой идеей, да, над тем, какой чтобы идеей? в дальнейшем все это, в общем-то, можно сказать, выйти полностью на мировой рынок, да, и тем более вы поделились своими планами, да, как вы можете вот так вот не давать гарантии ни себе, можем мы так никому? работать? Я же не заставляю вас жить так, как вы живете. А можно нам работать так, как мы считаем нужным? Или нельзя? Вы знаете, теоретически. Просто это несерьезно для какой-то, это несерьезно для компании. Вообще. Ну, я же не претендую. С самого начала что сказал? Гарантии нет. Раз. Сказал же об этом, честно? Да. Я же не утаиваю это. Неопределенность высочайшая сейчас. С этим вы согласны? Неопределенность высочайшая. Есть. Но в этой неопределенности есть возможности?
возможность есть, но... Тихо, есть или нет? Вы сейчас пытаетесь опять по-своему. Ответьте на мой вопрос. Есть возможности? Как вы думаете? Ну, и судя по тому, что сейчас некоторые, допустим... Без некоторых. Вот опять вы пытаетесь уйти от ответа. Есть возможности или нет? Как вы считаете? Допустим, есть. Дальше. У вас есть своя жизнь, у меня есть своя жизнь, правильно? Да. Я вас заставляю что-либо делать? По сути, нет. По сути, нет. Да. Могу я с вами создать честный разговор и сказать честно, я не знаю, что будет завтра? Правильно? Ну, это конечно, честно? это будет честно, да. Могу я сказать честно, что мы не можем ничего гарантировать, потому что в принципе, вот пока все работает, мы делаем все. Вот если все накроется, я думаю, что мы все растянемся по домам, будем копить оружие, мачете и прорываться. Потом кто-то возьмет еще Вот. это оружие. Я это к чему говорю? Мы можем сейчас моделировать, мы сейчас можем моделировать. Вот сейчас ваш ответ прозвучал так. По крайней мере, если я потеряю, то и все потеряют. Нет, не так я ответил. Это ваша интерпретация, и вы в этой живете очень давно. Я вам сейчас говорю, что о другом сказал. Значит, никто ничего и не получит. Вот смотрите, если все накроется, то накроется все. Просто вы говорите, допустим, вы привели пример коронавирус или там какой-либо другой вирус, допустим. Это означает, что все останутся при своих местах. Это означает, что банки не получат тех клиентов, которые должны до них дойти. Это означает, что все перейдет в какое-то время. Банки, по крайней мере, многие банки застрахованы. Я не про это говорю. Я говорю о том, что вы до банка не сможете дойти и свой кредит погасить, правильно? Я имею в виду, вы тоже меня не поняли? Я вообще специалист по этому. Я имею в виду, люди влаживают деньги, при этом они не получают никаких гарантий. Не получаем. И в случае, если вдруг все навернулось, то навернулись все вместе. Это да, это есть. И это мы с самого начала, с первого дня кампании говорим. А дальше вы же вам решать, интересна вам такая модель или не интересна. Мы никого не заставляем. Хотите, добро пожаловать в наш мир. Не хотите, добро пожаловать на YouTube. Ну, то есть других вариантов у меня нет ответа. Добрый вечер. У меня вопрос. У меня подруга в Корее и хотела вложить деньги в долларах. Ни Андрей Должевский, ни Илья сказали, только в рублях. А Сеул на карантине. И чтобы в рублях конвертировать, она не могла вложить деньги. Да. У нее в долларах. Она хотела вложить в долларах. Карантин можно отменить или нет? Вклад в долларах нельзя сделать. Правильно? В долларах нет, нельзя. Ну, Когда это будет? Вклад в долларах, да. Еще раз. Но транзакционный механизм биткоин. Транзакционный механизм. Через биткоин? То есть мы с вами разговариваем на языке $1. Угу. Да, вопрос в чем? Да. В Корее, да. А USDT что? Любая крипта. Ну, это особенность страны и законов страны. А эквайринг у нас позволит купить цифроны? Ну, если карта стандартная MasterCard Visa, конечно. То есть, да, то есть, скорее всего, это будет покупка через эквайринг на сайте, но это история до конца месяца. Ну, это, наверное, через техподдержку, да, можно решить? Это дождется, надо просто дождаться того, когда на сайте появится раздел приобретения цифронов не через биткоин, а через биткоин, USDT и эквайринг. Когда вы можете с банковской карты, там банковские карты разрешены? Да. Все, с банковской карты можно будет купить цифроны, как просто покупка в интернет-магазине. Но у нас очень много нет ответов, потому что у нас нет кейсов с Кореей. Вот, допустим, кейс с Кореей возник, как мы обычно возникает? Возникает страна, возникает клиент, мы начинаем прорешивать в ручном режиме его ситуацию и пытаемся ее решить. Сразу по ходу, да? Да, и по ходу вырабатываем некие механизмы повторяющиеся, которые закладываем в бизнес-процесс. Вы сказали, карты в Москве уже, да? Там система, в России, и они через 2 недели придут. Они кто куда? Нет, они уже пришли. То есть, да. Карты в России. Сейчас что происходит? То есть карта — это же просто кусок пластика, которым можно что-то оплатить. Вся фишка этой карты в чем? В кэшбэк-сервисе, правильно? Вот на добитие, доразработку и дотестирование этого сервиса 2-3 недели, да. А вход будет 3 или 5 тысяч? 5. Вход от кого? Вход от 5. На индекс. Мы обсуждаем реинвест. Обсуждаем. Пока решение, что 5 вход и 5 реинвест. Ага. А дополнить, например, у кого-то 3000, хочет еще на 2 или Пока еще есть возможность. Пока. Сейчас, да. Это 2 недели. Плюс-минус. Нет, пополнение у вас любое.
Пополнение любое будет. Да. Хорошо. Это разные кэшбэк-сервисы и увеличение стоимости Лицевого разные вещи. счета — это разные вещи, да. Вот у вас хоть 3253. Всё, спасибо. Да, спасибо большое. Приветствую, Александр. Здравствуйте. Закон о цифровых активах сейчас в Российской Федерации находится в разработке. С какого сейчас года? пока не запрещено. То есть биткоинами нам пользоваться не запрещено. Если, ключевая формулировка — не запрещено. Спасибо большое. Если будет закон принят, что криптой запретят пользоваться. А как это можно сделать? Нет, здесь отвечу я. То есть не дадут приобретать и менять его. Просто технически, как это будет обременяться, у меня в голову это не приходит. Ну да, это как я это понимаю. Везде поставить заглушки какие-то, либо что, API? Ну, допустим, те же все обменники будут скорее глушить всего. И все. Ну, обменники-то при чем здесь? Да. А вы покупаете цифроны на территории Эстонии. Это не запрещено. Вот и все. Ну, допустим, вы мне биткоины на мой кошелек отправили, а я здесь его не могу продать. Почему не можете продать? Ну, допустим, все обменников нету, возможности нет. Поэтому у вас есть карта, выводите на карту. Как вариант, да. Это один из вариантов. То есть вы пользуетесь сервисами других стран, где это разрешено, и карты вам не запрещено иметь. Ну и чтобы вы понимали, чтобы запретить, что значит запрет? Ну, невозможно запретить. Скорее всего, это будет какая-то мера поощрения и налогового регулирования, причем добровольного. Ну, что значит запретить пользоваться биткоином? Ну, то есть, как они будут отслеживать, есть у меня он, нет его у меня, а обмениваю я его на другом стороннем сервисе, который находится в Эстонии или нет? Это нереально сделать. То есть это надо просто интернет выключить в этом случае. Ну, а этого не происходит. Технически как это? Это нереально. Вопрос только обменники закрыть и все. А каким образом обменник закрыть? Это же не физическая точка, где я прихожу, отдаю биткоин, и мне дают денег. Это же сайты, размещенные на разных юрисдикциях тоже. Пространство, где… Даже если это .ru и блокирует .ru, переходит домен на другую юрисдикцию .net, и все, и работает спокойно. Как это? Заблокировали этот… localbitcoin.com. Заблокировали на территории России. Они перешли на .net и работают. Это не проблема. Это бесконечный процесс. Ну, конечно, это борьба с ветряными мельницами. Скорее всего, будет режим поощрения, либо какого-то режима добровольного уплаты налогов. А мы как раз хотим создать этот прецедент по уплате налогов. Именно скрипты. Все понятно. Спасибо. Спасибо. Добрый вечер. Меня интересует вопрос наследования. Вот карта и вот как это? Вопрос наследования. Аккаунты, по сути, должны передаваться при наследству. Последний раз мы разговаривали, что будет специально прописано правопреемники. Соответственно, в случае наступления катарсиса, чтобы можно было… От слова код. Да. В общем, технически это уже готово. Вы в личном кабинете в разделе «Настройки» сможете написать правопреемника, все его контактные данные, что в случае, если с вами что-то случается, он может обратиться, и его личный кабинет перерегистрирует на него. То есть один человек, да? Одного человека, да. Потому что, скорее всего, мы не будем делать портянку из наследников, чтобы потом делить $1000 на 143 человека. Поэтому мы делаем одного человека, а дальше он уже, они потом сами разбираются, кто за что делить. Но мы столкнулись с тем, что технической части мало для того, чтобы вступил этот процесс, и мы сейчас дописываем политику права наследования. То есть, чтобы у нас не было споров, где мы окажемся политика правопреемствования. Да. Правопреемствования. Да. Поэтому это будет обязательно, это стоит в задаче. Понятно. И еще один вопрос, может, я что-то просто не поняла. Пополнение карты 3 же процента, да? Да. Это если даже я со своего счета перевожу деньги на карту. Со своего личного кабинета имеется в виду на карту, да, 3%. Но это как сейчас снятие 3%, и там же будет снятие 3% на карту. Ага, все хорошо. Благодарю. Спасибо. Еще один вопрос по карте. Я могу пополнить карту не со своего кошелька, а, скажем, со Сбербанка? Сможете или нет, пока не могу ответить, но сейчас у нас разрабатывается политика, которая позволит примерно через 1,5 месяца что делать. Первое, это мы работаем над тем, что вы могли пополнить с любого банкомата, засунули карту, положили туда рубли, тенге, что угодно, только деньги, и вам эти деньги зачислились на карту с определенной комиссией. Первый вариант. Второй вариант, мы сейчас работаем над
сервисом, который позволит нам вступить в ассоциацию банков, которая позволит между сторонними банками отправлять деньги. Со Сбербанка на эту карту, с этой карты на Альфа-банк и так далее, так по кругу. Ну, пока еще нету, но появится, да, такое? Мы работаем над этим. Это вот сейчас как раз технически это готово, но опять-таки вопрос лицензий и согласования и принятия нас в мир банков, так скажем. Но я думаю, что это 1,5-2 месяца, и это будет. Ну, потому что уже есть прецеденты такой работы. Я думаю, что мы этого добьемся. Все понятно. А со счета юрлица на карту можно? Скорее всего, нет. Пока нет, да? Пока нет. Понятно. Все, спасибо. Спасибо. Но это совсем как раз вот вопросу вашему по поводу Здравствуйте. закона о цифровых активах. Потому что Вот юрлица надо предмет сделки определить, что это цифровой актив куплен за деньги расчетного счета. Это пока капец, фантастика. Здравствуйте, у меня такой вопрос, вот, допустим, я депозит внесу, допустим, 10 тысяч долларов, да, получается, и тогда на сегодняшний день доллар стоит 79, да, по-моему, если не ошибаюсь. 80, да. 78, да. А на момент вывода денег там будет, допустим, 55-60. Вы будете рассчитывать по 50, по 60, правильно? Мы рассчитываем в долларах. Мы привязаны к курсу доллара, да. То есть нет таких людей, которые купили индекс в районе 60 тысяч рублей, когда курс доллара был 60. Сейчас он стоит 80, и они требуют, чтобы они нам вернули разницу. То есть они довольны тем, что их индекс вырос на 15%. То есть мы работаем в долларах и с его волатильностью. Поверьте, это гораздо безопаснее, чем биткоин. Вот, допустим, минимальный порог вкладчику сколько процентов в месяц будет? 0. Не, допустим, с 10 тысяч долларов. Ну, самый минимальный 0. Минимальный это 0. Ничего не заработали. Ничего не заработали. Ну, бывает такое. Вы сейчас мы же гипотетически разговариваем. Мы не гарантируем никогда, не имеем права. Не, ну там, вот, допустим, вот читали же, говорили, там 3%, 4% в день там заработали. Спросите у тех, кто владеет индексом более 3 месяцев. Опираясь на статистику, что мы можем сказать? Самое минимальное начисление, и то это из-за праздничных дней, было 0,1. Ну, когда ни одна биржа не работала, то есть одна только биржа работала из всех. Понятно. И еще такой вопрос. Там, допустим, до 35% насчет автомобиля. Там надо платить, получается, с 650, там 13%, да, 84 500. Получается, что получается, 350, 84 500, там 434, да? Это получается 43%, да, получается, конечному потребителю. Нет, зачем? Мы деньги эти вам заработали и передали. А мы же сверху вам отдали. То есть мы отдали 1 000 000 вам и 84 500 сверху. А 84 500 вы еще отдаете 13%? Да, сверху. На налоги. Просто мы требуем их заплатить, чтобы вы это сделали. Понятно. У меня нет вопросов пока. Спасибо. Еще вопрос по карте. Там получается 2 счета. Один депозит, один лицевой. Да. Депозит, он получается залоченный. А что это он значит? должен быть. В смысле, нет, это ваши деньги, вы можете то есть в любой момент. С депозита тоже можно снимать. Да, деньги. Это ваши деньги, нет, конечно. Если там денег на депозите не будет, то значит начисляться не будет. Вы просто обычные карты считаете, да. Все правильно. Все понятно. У меня такой технический вопрос, я еще не начал работать с вами, поэтому хотел спросить. Вот когда я начал с 5000 долларов, например, да, там вы вот эти средства вводите, а я хочу их реинвестировать. Они автоматически это или надо забирать и потом кнопочка. Накапливать? Там у вас накопилось на лицевом счету, кнопочка реинвест. Не реинвест, покупка следующего индекса. Любая сумма на реинвест может пойти. Кратно. На данный момент кратно 1000, а будет сейчас кратно 1000. Потом значит, будет надо копить, а потом реинвестировать. Да. Все понятно. То есть это по сути не реинвест, это покупка нового индекса CTI, то есть который стоит 1000. Александр Шелыгин, Забайкальский край. Кирилл, у нас есть такой вопрос. Клиент пришел по программе ЗК-35, да, получил первую выплату, пришел, затылок чешет, говорит, я не хочу ЗК, я хочу стать партнером. Может он договор расторгнуть, купи CTI, индекс? То есть. Пускай, нет, я понял, но он, если заключил договор на выплаты по кредитам, то это идет до конца. До конца. Расторжение у нас какое есть? С одной стороны. С другой стороны, у нас есть механика расторжения, когда он говорит, я получил первую выплату, прикольно, но я больше не хочу закрывать свой кредит, а хочу другой продукт. Правильно? Да. Я правильно понял? Тогда он обращается в техподдержку. У нас есть механика закрытия договора, просто в зависимости от срока это будут разные механизмы. То есть если, например, человек еще
ну, он же 35% занес, получил от этих 35%, от 100 тысяч, допустим, только 30 тысяч. И он говорит, вот я 30 получил, а можете остаток, условно говоря, перекинуть на индекс. Ну, то есть включается индивидуальный разговор с каждым клиентом. Как именно Просто он разобрался в продукте, разобрался в компании, как работать. Следующий вопрос. 13% от закрытия кредита точно так же оплачивается? Сейчас механику, дайте немножко время, прорабатываем механику. Скорее всего, как будет? С первых 3 платежей не будет налога, потому что вы возвращаете свои 35%, а потом уже надо будет, ну, скорее всего, либо мы сверху 13% добросим, либо не добросим. Вот сейчас на обсуждение. Либо срок на месяц увеличить. То есть сейчас мы смотрим, каким образом реализовать это безболезненно для вас и для нас. Либо доход будет в конце, на 11 месяц. Потому что работать вопросы урегулировать, потому что даже приходят люди пенсионного возраста, соответственно, которые этот кредит не могут, соответственно, закрыть. Ну, понятно, спасибо. да. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте. Вопрос по обучению трейдингу. Как это выглядит? Если вы говорите об обучении, ну, так отсюда нет. То есть у нас есть рекрутинговый отдел, на него надо попасть через headhunter.ru. Вы сейчас говорите о чем? О том, чтобы обучиться трейдингу. Чему? Это только в Казани. То есть надо туда физически выезжать, там проживать, физически там находиться, и еще не факт, что у вас получится, поэтому взвесьте. В микрофон лучше можно? Любой трейдер, который приходит к нам работать, он должен из другого города переехать и остаться жить в Казани. Других вариантов нет. Можно, пожалуйста, вопросы в микрофон? Для себя тем более нет, потому что мне нужен коллега, а не конкурент, который будет работать в компании, который будет именно заинтересован в том, чтобы компания развивалась. То есть сейчас трейдеры именно такие. Мы не являемся центром по обучению трейдинга для себя. То есть около рыночников очень много, и они готовы будут вас обучить за ваши деньги. Механик, обучение, базового образования полно. Такой. Вы сначала попробуйте на общей волне, потому что это прям не для всех. Не для меня точно, я не смог бы. Попробуйте на общем образовании. А дальше у нас есть люди, так называемые, нулевые, есть с троечкой, да, в образовании. То есть база есть, соответственно, мы им даем попробовать на демо-счетах, еще что-то. Общие правила для всех, они есть во всех. Есть фишки, есть нюансы, которые уже использует наша компания, но только для тех людей, которые прошли собеседование, прошли базовую школу, мясорубку так называемую, и согласны своими деньгами рисковать. Понятно. Это прям непросто. Еще вопрос. У нас в России, получается, есть агентство страхования вкладов, да? Вот покупка индексов — это как можно расценить как вклад. Правильно или нет? Нет, не согласен. Это вы купили здесь программный код. в принципе нет вклада, да, как здесь такового? Нет вклада, нет. С точки зрения юриспруденции вы покупаете программный код, который генерит прибыль, на который есть патент. Ага. Если я буду с вами разговаривать на языке вкладов, я попадаю под такую серию лицензий, после которых мне можно сворачиваться будет. Как в банке, примерно. Ну, в этом плане, да. Рад, тебя не слышно на трансляции. Ясно. И теперь, вот если у нас не совсем в плане политики отношения с Эстонией, наше руководство с эстонским, они могут там какие-то препятствия именно для России делать или нет? Конкретные проблемы в чем? Ну, имеется в виду политические, у нас же как бы вот эти. А конкретно что произошло? Что не так? Эти санкции, которые они там участвуют в этих, они же как сидят. Конкретно? Они в Евросоюзе, допустим, да? Так. Чему это препятствует? Да, они могут ли вот этими санкциями препятствовать именно для нас, для россиян? Чему препятствует? Например, ну, я не знаю, чему, всему, вот это работе компании, там, выводу, да. Я такие вопросы не очень люблю, потому что это не конкретно, и это называется «давай бояться на всякий случай». Ну, давай. И вот мы сидим и боимся. А конкретно чего? То есть если транзакции проходят, MasterCard работает по всему миру, крипта работает по всему миру с некоторыми ограничениями и с некоторыми формами по-разному. Все остальное работает. Я думаю, это было бы возможно, если бы компания была российская, а мы бы вели деятельность на территории Эстонии. Тогда бы, наверное, да. А компания эстонская, поэтому на территории Эстонии проблем нет. Компания эстонская. Тогда, тогда могут наши, наоборот, да, что-то придумать. Например? Наши что, например, придумать? Тут уже сложно сказать. Ну, понятно, спасибо. Почему говорю? Будет задача, будем решать. Да. Будет проблема, будет решать. Добрый вечер.
Добрый вечер. Галина Дарьянова, город Чита. Я работаю с такой категорией людей, как банкроты. Ну, это физические лица. И известно, что у них арестовываются карты, и когда идет процедура реализации имущества, они все это вообще сдают финансовым управляющим. Вот такую карту я могу рекомендовать? Конечно, потому что ни один арбитражник, ни один, либо финансовый управляющий, если мы говорим о банкротстве физических лиц, они не смогут предъявить к нему требования в крипте. Все понятно. То есть базы расчета, базы никакой же нет. То есть да, потому что там очень продолжительное время эта процедура идет. Тогда да, для них это вообще идеальный инструмент с точки зрения легализации, опять же, себя. И вопрос, вот не совсем поняла, пополнение карты из кабинета, это какой, депозит или депозитный счет, или лицевой будет пополнять? И туда, и туда. И тот, и тот, и тот. И тот, и тот? Ну, если, например, вы попробовали, 100 у вас на депозите, 350 на лицевом счету. Попробовали, все работает. Понимаете, что там, бюджет семейный тратит в среднем $1000, и хочется с $1000 получать кэшбэк, соответственно, вы делаете деп на 1000 и лицевой счет на 1000 тратите регулярно. Понятно. Спасибо. Увеличились затраты, увеличились доход, соответственно, увеличили депозит. Спасибо. Еще один вопрос. Депозит с какого числа прибавится с 1000 до 5? Ну, у нас уже этот срок двигается, но где-то март, конец, мы прям рассчитываем, что с конца марта мы прям жестко выставим эти Еще неделю где-то, да? Нет, на самом деле уже нет, уже не уложились. Середина апреля, но может уже начало. Получается середина апреля. То есть это зависит от карт, которые заработают. Для того, чтобы забирать возможность инвестировать 1000, надо дать взамен что-то, что может дать возможность продолжать развивать бизнес. Поэтому карты как приблизительно середина апреля, да? На самом деле это зависит не от даты, это зависит от вас. То есть мы выпускаем карты, собираем какую-то обратную связь, что мы, идиоты, сделали не так, ее модернизируем, потом обратно выпускаем карты, они работают, обратная связь крутая, и тогда через какой-то период поднимается вход от 5. Только после того, как будет возможность $100 на депозит положить минимум. Добрый вечер. У меня вопрос по квартире. На данный момент я оформляю квартиру в собственность через жилищный кооператив Bestway. Как будет происходить закрытие долга? Эта программа будет ЗК-35, либо 120. У вас там займ какой-то? Еще раз. У вас там займ какой-то или долг, или что? Или у вас какой-то взнос? Да, 35% от стоимости объекта я уже внесла, так. 65% добавляет кооператив, приобретает жилье для меня. Дальше. Так. И, соответственно, в течение 10 лет в рассрочку приобретается, да, жилье, я должна буду погашать Нет, долг. у нас вообще не так. Не. Вы у кого спрашиваете? Как я закрою долг? Как быстрее, то есть, да. Сейчас, вы кому-то вы хотите выкупить? Ну тогда вы берете займ, правильно? Да. Вы берете Умножаете займ, на 35%. То есть надо сейчас посмотреть 65% от чего. У вас есть квартира, условно говоря, сколько стоит? 3 миллиона. Можно То есть у вас, по сути, 2 миллиона – это то, что вы планируете, что в течение 10 лет вам придется отдать Bestway, правильно? Вот, соответственно, вы пользуетесь продуктом. Давай покажу. А можно площадку, Настя? Какую? Закрой кредит. Нет, это не она. Хорошо. Ей нужно платить взнос ежемесячный. Это продукт Finica Life. Значит Finica Life. Finica Life. Finica Life, да. То есть у нас есть Finica Жизнь, финансирование ваших текущих продуктов. Мы как раз сделали продукты, которые можно любые сетевые компании усилить. По срокам еще напомните? Срок То есть это 30, 40, 50%, да? Да. Я понял. Это Finica Product, да. А там досрочное погашение возможно? Или надо обязательно? Возможно. Тогда закрой кредит. То есть у меня был вопрос, либо это будет программа ЗК-35, либо 120 дней. То есть там, я и сейчас еще раз погашение. уточню кейс. Вы уже внесли 300, сколько? Миллион вы внесли, да? Миллион 50 вы внесли. Да. Вы предполагаете, что вам уже купили квартиру, правильно? На данный момент это оформление, документация вся происходит. То есть в ближайшее время у вас будет квартира. Вам надо добить эту разницу в 2 миллиона. Какими-то равными долями вы сейчас ее вносить будете, правильно? Вот. Вариант первый. Вы эти 2 миллиона можете рассчитать, например, на 10 лет. То есть воспользоваться либо этим продуктом, например, Finica Product. Например, у меня есть еще миллион, я хочу, чтобы через 3 месяца все было закрыто. Миллиона Например, нет? Миллиона нет. Допустим, 30% от 2 миллионов есть? Или нет? Уже либо быть, либо не быть. Соответственно, либо воспользоваться тем, что какая-то сумма есть. Какая-то сумма есть. Какая-то сумма есть. Какая-то сумма есть. И у нас есть такое понятие, как ежемесячные выплаты по этой сумме. Можете этим воспользоваться. Правильно понимаю? Да, все правильно. Понятно?
Да. Если, то есть мы смотрим либо от сроков, либо от ваших возможностей, которые вы можете реализовать. Я бы задумался на вашем месте вот об этом, чтобы заработать денег, саккумулировать их и закрыть с помощью тех же финика, для того, чтобы рассчитаться по своему долгу. Хорошо, спасибо за Я ответ. почему-то думаю, ну, по вашим глазам здесь я видел точно нет, но вот здесь мне показалось, что вы чувствуете, что это реально, но придется напрячься. Я предлагаю составить план напряга, вот, после которого у вас это реализуется за 6 месяцев. Потому что это тоже хорошая сделка на 6 месяцев. Чуть-чуть напрягся и создал механизм денег, рассчитался за квартиру, и дальше уже чистая прибыль. Да. Вот об этом речь. А, то есть это хорошо, то, что дальше чистая прибыль. Ну, потому что уже, просто если вы будете думать, что это конечная цель, вам дальше придется заново работать. А если вы думаете, что это механизм денежный, и одной из выручек станет эти, то следующий месяц, 2-й, 3-й, 4-й, после наступления, там, например, 7-й, 8-й, 9-й месяц, уже будет чистая прибыль ваша. Хорошо. Я бы так сделал. Все, вопрос исчерпан. Спасибо. Спасибо. Давайте, наверное, последний вопрос, иначе мы не доживем до маркетинга, да? Кирилл, скажите, пожалуйста, вот по Финика Лайф точно так же нужно отчитываться, как по ЗК-35? По-моему, да. Нет? Не по лайф, не по нет, у вас там просто вы название вносите инвестбокса, и вы просто ежемесячно, ну, то есть в рамках галочки своей ежемесячно или недельно, или раз в полгода снимаете деньги. Вот и все. Спасибо. Меня зовут Владимир. У меня вопрос не касается финансов. Вот я все внимательно прослушал, все. Только микрофон поближе. У меня вопрос касается это больше здоровья. Вот вы сказали, вечная жизнь, биотехнологии, синтез белка, молодые специалисты будут работать. У меня дочка заканчивает школу. Куда ей пойти учиться в высшее учебное заведение, чтобы работать вот в этой любой зоне? факультет био, там какой-нибудь, не знаю. Есть же всякие биологические факультеты, факультеты фармацевтические. Что-то похожее наверняка в каждом регионе есть. Все ясно, понятно. А с кем можно вот в этом плане, вот, откуда можно информацию получать? Вот? Не знаю, я в это только погружаюсь. Я работаю уже с людьми, которые, допустим, давно в этом, кто работает над температурными режимами тела для остановки онкологии и так далее. То есть, ну вот, я работаю сейчас более-менее готовый, а с потенциальной аудиторией вообще пока не работаю. Не смогу ответить пока сейчас. Надеюсь, на сайте у вас что-то будет появляться? Нет, на сайте это не будет появляться. Это вообще отдельный проект, отдельная система, ну, целая инфраструктура, отдельная экосистема. Все ясно. Спасибо. Ну что ж, спасибо большое. Для тех выживших, спасибо большое. У нас предметно все. Есть разговор про бизнес. Надь, 5 минут. Принципиально. У нас все очень таблички очень простые. Максимально честные. Давай, держи. Так, держится. Ой, что-то не поняла. Так. Я вообще. Сделай, пожалуйста, все. Там могут спросить. Так, да, я быстро. Значит, у нас есть очень мало слайдов, там все понятно. Единственное, что бы я хотела сразу сказать, о том, что компания Финика никогда не ограничивает людей, которые хотят работать и продолжают работать в других компаниях. Вы можете работать где угодно, но вы просто должны знать и иметь в виду, что есть такой инструмент, и вы можете его использовать. За развитие сети, естественно, вы получаете, так сказать, в денежном выражении поощрение. Достаточно простые уровни, которые люди проходят, те, которые незаметно это начинают проходить, те, которые даже очень изучили, начали работать и достаточно быстро развиваются. Значит, смотрите, первый уровень у вас может зайти первый человек, который сегодня был, и он может сразу зайти на 10 тысяч долларов, купить 10 индексов. Вы уже закрыли первый уровень. И уже с его доходов,
он будет получать, соответственно, в день там 10, 11, 12 долларов, это получается у него 10 индексов, значит, 120, там 110 долларов, вы будете получать 3%. Плюс еще свои текущие, там, какие у вас будут свои вложения, и с него будете получать. Поэтому вы, те, которые нацелены на работу, значит, вы это можете изучить самостоятельно. Просто сейчас очень не буду занимать время. Те, которые вообще никогда не работали в сети, я могу вам сказать, что вы в один прекрасный момент поймете, что вы звезда уже. Просто если вы начнете об этом говорить. Это достаточно легко, особенно сейчас, когда уже у нас в Иркутске позавчера наш партнер получил автомобиль. То есть, когда мы это начинали, нам говорили, вот у нас, когда получат, я просто уже эти все истории знаю, что когда у нас получат, у нас любят сказать, ну это вы ему купили машину. А вот когда я зайду, мне машину почему-то не купят. У нас любят вот так говорить. Но на компании сейчас вплотную уже очень много кейсов есть, они все размещаются на просторах интернета. Кому интересно, вы можете всегда туда зайти. Проходим все вот эти уровни достаточно быстро. 10 тысяч, второй уровень 30 тысяч, третий уровень 50 тысяч. То есть с каждым уровнем у вас открываются 3% с доходов ваших линий. И на 5-м уровне уже вы получаете первую премию от компании, это 500 долларов. Как только вы закрыли 100 тысяч товарооборот со всей структуры, о том, как он начисляется, сейчас там ниже будет слайд, я вам расскажу о нем, вы сразу получаете автоматически премию 500. Ну и так далее, там она будет по нарастающей. 500, 1000, там 2000, 5000. Можно следующий слайд, да, пожалуйста. Вот 6-й уровень, вы видите уже, да? Здесь уже необходимые условия, что вы самостоятельно, когда идете, например, на 6-м уровне, да, самостоятельно, вы должны всегда следить, чтобы вы вырастили себе, так сказать, человека, который тоже развивает сеть. То есть у вас должен быть один личник, 2 звезды, который закрыл 2-й уровень. То есть у него товарооборот 30 тысяч. Ну и так далее. Начиная с 8-го уровня, его тоже достаточно быстро сделать. И сейчас уже я думаю, скоро уже. Вот. Там, видите, изменяется, кроме премии, еще на все ваши депозиты, ну, индексы, я так, мы правильно говорим, будет поступать всегда 2%, независимо от того, как начисляет компания. Ежедневно у нас же сумма меняется, там 1,2, 1,1, там 1 бывает. А начиная с 8-го уровня у вас будет всегда уже 2%. Давайте посмотрим, как начисляется товарооборот. Следующий слайд. Так, вот здесь, значит, тоже ничего сложного. Если это у вас первая линия, вы пригласили человека в первую линию, все 100% засчитываются вам в товарооборот. Если ваш человек пригласил другого уже, это 2-й уровень, то вам в товарооборот идет всего 70% уже. То есть не 1000, а 700. 3-й уровень, от вас в зачет идет уже 50%. Вот эти все слайды, они в доступе есть, мы в группе разместим. Тем, кому интересно, пожалуйста, изучайте. И самое интересное то, что вы, когда будете предлагать продукты кредитные, вы можете, в принципе, спросить, даже не говорить. Некоторые люди не любят это, да? Но кредитные продукты всем интересно. И когда они регистрируются на кредитные продукты, они начинают задавать вопросы. А что это такое? Какие-то индексы, которые как бы вы даже не говорили о них. И начиная с того момента, когда он начинает получать выплаты по кредитам, по своим, там, на машину, например, там, или на квартиру, естественно, весь этот процесс он наблюдает и заходит на индексы. Тем самым он расширяет вашу группу, ваш товарооборот. Все? Вопросы, если есть у кого еще силы? Да. Так, мы сейчас уже заканчиваем. Я хотела бы, те, кто остался, да, я хотела бы просто еще поблагодарить ребят и на память кое-что подарить. Сейчас, секундочку. Где-то там у нас. Пожалуйста. Следующая промо в апреле будет, то есть мы сейчас выкатим автоматизированное подписание недвижимости на платформе, и у нас будет промо, начиная с 1 апреля.
Оно будет, скорее всего, промо сразу и по картам, и по программам ЗФЗ, и по индексам. У дочери авто. А можно еще раз вопрос? Ну, да просто не слышно было в трансляции. Мать у дочери может купить авто? Может. То есть фамилия одна, семьи разные? Может. Теоретически да, просто это возникновение неких механизмов, когда люди покупают друг у друга, это же может быть как фиктивная сделка, я понимаю. так и фактическая сделка. Да. И мы не можем, к сожалению, разобрать who is who, поэтому да, можно. То есть можно? Да. Хорошо. Муж у жены? Да, давайте первое. Любой может купить у любого, только может купить. Даже если они находятся в родственных отношениях. И в одном доме, только не сам у себя. Благодарю. Да, машина своя нравится очень. Ну а как это пресечь? Только с подтвержденным диагнозом шизофрении, да? Мы очень рады, что вы приехали. Мы помню этот зал еще в 2014 году мы здесь были. Поэтому вот человека вот этого, который сегодня все это вам объяснял, я знаю тоже очень давно и очень ценю это. И просто призываю всех не приходить именно работать, а хотя бы разбираться. Это очень, если разберетесь, вы просто обалдеете, как это круто работает. Когда вы все это разобрали, да, это все работает само. Вот это вот. Да. И просто небольшие сувениры, мы уже там магниты не стали покупать, конечно. Бурятия. Да, спасибо. Это да. Да, ну у нас на самом деле давно уже все. Сейчас уже режим такой кулуарный. Есть какие-то вопросы, мы пока здесь.